Приветствую, с вами Вектор Т13. В данном видео мы познакомимся с программным продуктом Antidetect 3 и пройдемся по всем моментам, начиная от его установки и до, собственно говоря, уже непосредственно работы. Сразу хотелось бы сказать, данный видеоролик рассчитан на новичков, на тех людей, которые, возможно, никогда не работали с моим продуктом, или только начинают с ним работать. Поэтому в этом ролике будет просто аномальное количество воды. Так что, если вы не хотите тратить свое время, вы можете воспользоваться тайм-кодами в описании к данному видеоролику и перейти на конкретно интересующий вас вопрос. Поскольку все равно вода является жизненной необходимостью, я бы все-таки советовал каждому из вас ознакомиться с данным видеоматериалом от начала и до конца. А мы начинаем. Итак, кто такой я? Кто такой Вектор Т13? Откуда появилось этот никнейм, имя, прозвище и так далее? Я являюсь независимым разработчиком из города Харьков, Украина. Вы можете найти первые упоминания обо мне, начиная с 2009 года на форумах. В данный момент я являюсь разработчиком, единственным разработчиком проекта Antidetect. Данный программный продукт позволяет изменить информацию о нашей личности, то есть скрыть информацию о нашей личности для того, чтобы ее сохранить, для того, чтобы избавиться от преследования со стороны различного рода рекламных акций, для того, чтобы избавиться от слежения со стороны крупных социальных сетей и так далее и тому подобное. Не буду заострять ваше внимание. Что же это за продукт? Для того, чтобы рассказать это, я хотел бы перенести вас в далекий 2017 год. Все мы помним 2017 год, а особенно его конец. Мы помним, что в это время, декабрь месяц, середина декабря, хомяки радовались тому, что биткоин наконец-то преодолел отметку в $20 тысяч, и они получили просто колоссальные прибыли. Другие кусали себя за локти, что слили биток по 7-8 тысяч. А весь остальной мир неспешно готовился к празднованию Нового года. За исключением одного офиса, находящегося в городе Харьков по улице Сумская. В этом офисе находился я и принимал судьбоносное для меня на тот момент решение. Судьбоносность данного решения заключалась в том, что в том же 2017 году у меня был вот такой вот интересный проектик, который вы можете видеть сейчас на своем экране. Antidetect браузер by Vector T13. В 2017 году я презентовал его на различных конференциях. Этот продукт позволял нам изменять нашу личность, как мы хотим. То есть вы, возможно, слышали, что такое браузерные отпечатки и так далее, методики отслеживания пользователей. Так вот, этот продукт помогал нам с ними бороться. Начал я этот проект в начале 2017 года, и фактически готовым он был уже к октябрю месяца 2017 года. Не просуществовав и года, я принял решение о закрытии данного проекта. Почему, спросите вы? Дело в том, что данный проект, как вы можете, вот сейчас есть описание его, это одно из немногих описаний, которое сохранилось, можете посмотреть на его функционал. Он позволял изменять абсолютно все и абсолютно бесплатно. У него не было никакой системы лицензирования, он никак не привязывался к вашему железу, просто скачал и, собственно говоря, работай. Но я все равно принял решение о закрытии данного проекта по причине того, что когда проект уже был полностью готов, я понял, что век браузерных антидетектов, увы, не такой долгий. И фундаментальные проблемы браузерных антидетектов неизлечимы. Соответственно, необходимо было с этим что-то делать. Проект был закрыт, и его исходный код выложен на GitHub. Можете зайти на GitHub, Vector T13, и здесь есть репозиторий Antidetect Firefox. Смысла разбираться в этом проекте я не вижу, потому что он, во-первых, был основан на Firefox, во-вторых, он был основан уже на фактически древней версии, на версии 51. Так что, если кому-то интересно, можете поковырять исходный код, а для всех остальных мы продолжаем. Итак, я понял, что нет, увы, возможности работать с браузерным антидетектом. По какой причине? Дело в том, что у нас есть так называемые уровни. Вот посмотрите сейчас на экран. Есть несколько
уровней взаимодействия с нашими идентификаторами. Да? Идентификаторами могут быть наши отпечатки, либо просто значения, которые соответствуют нашему компьютеру и нашей операционной системе. Так вот, самый верхний уровень – это так называемый уровень браузерных расширений. С ним знакомы наверняка все. Если вы перешли и смотрите этот ролик, значит вы хотя бы знаете, что есть браузеры, в которых есть возможность установить расширение. Это Chrome, это Firefox, да, и любой другой. Так вот, ни для кого не секрет, что можно взять ту же самую, например, Mozilla Firefox, да, и зайти в магазин приложений и установить себе приложения, которые будут, расширения, точнее, которые будут изменять наши идентификаторы. Все классно, супер, в принципе, да, на этом можно было бы остановиться. Однако такие технологии работали в далеком 2015-2000, начале 2016 года, да. И потом антифрод-системы, то есть, что такое антифрод? Антифрод – это производная от двух слов. Анти, то есть против, и фрод или фрауд, да, в переводе с английского это мошенничество. То есть системы защиты от мошенничества называются антифродами. Да? И вот антифрод-системы, они контролируют нас, они контролируют пользователей, и они принимают решение о том, является ли данный пользователь легитимным или нет. Можно ли дать ему зарегистрироваться в нашем сервисе, можно ли дать ему возможность совершить покупку, можно ли дать ему возможность, например, пополнить свой счет финансовыми средствами или вывести эти средства. Об этих всех решениях, все эти решения принимает антифрод-система на основании тех данных, которые она получает о нас. Так вот, антифрод-системы научились элементарно просто детектить, то есть определять использование различных браузерных расширений. И поэтому стали появляться, как грибы после дождя, различные антидетект-браузеры. В 2017 году я, чтобы так не соврать, помню всего-навсего 4 антидетект-браузера. Всего-навсего 4. Сейчас же, я вам покажу сейчас список. Обратите внимание. Да, кстати, данная информация взята из телеграм-группы Антидетект Чат. Да? Эта группа была создана мной, создана была в июле месяце прошлого года и насчитывает на данный момент, на момент записи видео, 8720 пользователей. Самая большая группа, посвященная непосредственно антидетектам, в которой есть возможность обсуждать любые антидетекты, делиться различными технологиями и находить единомышленников. Так вот, в этой группе есть список антидетектов. Вот, посмотрите, да? Довольно-таки неплохой списочек. Причем, что в данный список я не добавлял еще продукты из Поднебесной. Поскольку там в основном интерфейс, соответственно, на местном языке, да, и понять его довольно сложно. А если бы мы добавили действительно антидетект-браузеры из Китая, да, то здесь этот список увеличился бы ровно в 2 раза. Но не суть. Об этом немного позже. Так вот, 2017-2018 год антидетект-браузеры начали расти как грибы после дождя, потому что это действительно выгодно, это классно, это супер. Берешь исходный код, например, того же самого браузера Mozilla, да, вот, его не проблема найти, вот заходим, пожалуйста, Mozilla source code, и вот, собственно говоря, можем его скачать с того же самого GitHub, например, да. Скачиваешь браузер, собственно, добавляешь небольшую менюшку GUI, да, графический интерфейс, и получаешь уже программный продукт, уже интересный программный продукт. Прикрутил к нему систему лицензирования, сделал простенький сайт, и вот, пожалуйста, уже продукт сам продается, сам себя рекламирует. Все классно, все хорошо. И действительно, 2017-2018 год, они были судьбоносными для большинства антидетект-браузеров, которые существуют на данный момент. Потому что тогда действительно антифрод-системы не умели нормально с ними бороться, да? Но, увы, антифрод-системы изменяются с каждым днем, и даже на момент записи видео сейчас происходят большие изменения. Так вот, антифрод-системы учились каждый день, учились каждую секунду. И в конце концов это привело к тому, что на данный момент у антидетект-браузеров большие проблемы. Я об этих проблемах говорил в своих вебинарах, записи которых вы можете найти на YouTube. Фактически ни один вебинар без этого не обходился касаемо антидетекта, да? И поэтому мне нужно было принять решение о том, что же, собственно говоря, делать. Продолжать браузер не имело смысла. Проект заранее можно было похоронить. Поэтому я решил опуститься на
уровень ниже, на уровень операционной системы. На уровне операционной системы были попытки создать образы виртуальных машин, да, то есть единственный фактически нормальный способ подмены на тот момент, как я думал. И затем эту виртуальную машину можно было бы открыть в VirtualBox, в Parallels, в VMware, где угодно, да. Вот. Но, увы, в связи с особенностями вшитого в гипервизоры, то есть систему виртуализации программного обеспечения, да, и, собственно говоря, идентификаторов виртуального оборудования, этот проект провалился даже, собственно говоря, не выйдя в свет. Поэтому пришлось опуститься еще на один уровень ниже, на уровень так называемого аппаратного обеспечения. Я опустился на этот уровень и нашел проект, который, возможно, кто-то из вас знает, возможно, кто-то не знает. Это так называемый проект VirtualBox. Да? Данный проект – это система виртуализации по правильному гипервизор. Он позволяет нам виртуализировать операционные системы. И позволяет виртуализировать не только операционные системы, но и оборудование, и определенный функционал этого оборудования. Плюс данного проекта заключается в том, что он имеет редакцию OSE, что означает Open Source Edition. Да, то есть его код, исходный код его открыт. А соответственно он подлежит изменению и превращению в то, что мне было на тот момент необходимо. Продукт AntiDetect, как я его назвал, да, фантазии мне не занимать, был основан на версии VirtualBox 5.2.2 от 22 ноября 2017 года. И фактически этот продукт просуществовал 3,5 года, поскольку только с мая месяца его поддержка у меня, да, продукта AntiDetect, я имею в виду, его поддержка была прекращена. Прекращена его поддержка была, поскольку проект уже морально устарел, да, и необходимый нам функционал уже не может быть в него внесен. Или может быть внесен с огромным количеством костылей, ну и так далее. В общем, не суть важно. А данный продукт был закрыт, и на его месте появился продукт, который вы можете сейчас видеть на моем рабочем столе. Называется этот продукт AntiDetect 3. Продукт AntiDetect 3, он основан на системе виртуализации VirtualBox, но на его самой последней версии. Эта версия у нас, давайте сейчас мы перейдем на вкладку Downloads. Это версия 6.1.22 от апреля месяца 2021 года. Вот мы можем ее видеть здесь, да? Самая последняя ее редакция. Что же это за проект? Данный проект позволяет нам виртуализировать оборудование, а соответственно, благодаря виртуализации оборудования, он позволяет нам изменять все зависящие от оборудования идентификаторы. У нас есть три основных типа идентификаторов. Это идентификаторы аппаратно-зависимые. Второй тип – это идентификаторы программно-зависимые. И третий тип – это идентификаторы программно-аппаратно-зависимые, или же гибридные идентификаторы. Так вот, благодаря использованию гипервизора есть возможность влиять на группу номер 1, на аппаратные идентификаторы, и на группу номер 3, на гибридные идентификаторы. На программные же идентификаторы будет влиять дополнительное программное обеспечение под названием AntiOS, с которым мы познакомимся сегодня в результате нашей лекции. В чем же смысл, да? Почему я выбрал такой путь, опять же, повторюсь, а не продолжил путь из довольно большого количества антидетектов, да, вот которые вы можете видеть сейчас перед своими глазами. Дело в том, что фундаментально есть идентификаторы, которые невозможно подменить с помощью браузера. Это была проблема номер 1, да? То есть проблема номер 2 заключалась в том, что в этом сегменте, как вы можете видеть на данный момент, создалась довольно-таки нездоровая конкуренция. И фактически эти продукты на данный момент несут довольно большие проблемы для пользователей, для самих пользователей. Да? И на этом я бы хотел сейчас заострить ваше внимание. В этом списке с антидетектов, которые вы видите сейчас на ваших экранах, есть абсолютно белые проекты с хорошими разработчиками, действительно качественные продукты. Но, увы, есть и продукты, которые являются для пользователей потенциально опасными.
И здесь, когда я говорю об опасности, я вам гарантирую, что если бы такой человек, как Виктор Люстик, дожил бы до наших дней, он бы очень удивился той абсолютно уникальной модели продаж, которая заключает в себе антидетекты. Я вас сейчас с ней познакомлю. Итак, давайте разберемся, что представляет из себя любой текущий антидетект. Как мы уже говорили, это исходный код Chrome в основном, да, есть у нас GitHub, браузер Chromium, берется его исходный код, прикручивается дополнительный функционал, прикручивается менюшка для управления красивая, и дальше это все загоняется еще в систему лицензирования. Соответственно, платишь денежку, открывается доступ, денежку не платишь, доступ закрывается. Все, в принципе, хорошо, все, в принципе, классно, да, и могло бы работать. Но некоторые из разработчиков антидетектов, они скрывают свои личности. То есть мы не знаем их, да, вот фактически таких 90, я даже не знаю сколько тут, 95%, наверное, разработчиков систем антидетекта, они скрывают свои личности. Скрывают свои личности они, возможно, потому что не хотят известности, возможно, потому что они боятся за свою жизнь, возможно, потому что они нарушают закон. То есть, как ни крути, да, по какой-то из этих причин они скрывают свою личность. Давайте же разберемся, чисто пофантазируем сейчас. Все, что я говорю дальше, является моей фантазией, абсолютной фантазией. Давайте представим себе, что есть какой-нибудь разработчик Вася. Вася из Москвы, например. Итак, Вася из Москвы решил, почему бы не поднять бабла на антидетект браузере. Знания программирования у меня есть, я научился, все, да, сейчас мы замутим антидетект браузер. Итак, Вася тратит максимум месяц на то, чтобы склепать из говна и палок какой-нибудь антидетект браузер, да, прикрутить к нему свою систему лицензирования, прикрутить сайтик какой-нибудь простенький, и на этот сайтик кинуть платежный агрегатор, да, для того, чтобы принимать бабло, потому что как же без этого? Бесплатных антидетект браузеров здесь нет, кстати, обратите внимание. Нет, один вот есть какой-то. Dalang бесплатный. Все остальные платные. Так вот, этот Вася сделал успешно свой антидетект браузер. Личность свою он скрывает, потому что он анонимус, конечно же, да. Он очень супер крутой хакер, поэтому он скрывается. Вот, и начало Васе идти бабло. Вася себя уже нормально чувствует. И вот Вася проработал где-то с полгодика, да, и уже Вася скопил столько денег. Например, он даже там продавал свой антидетект браузер там 100 людям по $100, к примеру, да, в месяц. Вот, соответственно, он за полгодика накопил себе уже денег, и Вася идет, довольный и счастливый, с этой кучей бабла, он идет в салон покупать себе машинку. Какую-нибудь, например, новенькую Тойоту он себе решил купить. Покупает Вася эту Тойоту, ставит ее на учет, и Вася задает вопрос. Вася, а откуда у тебя деньги? А Вася не знает, что ответить, потому что денежку он получал нелегально. Да? И я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что компании, представленные здесь, в большинстве своем, не являются официальными. То есть это является частными разработками. Соответственно, дальше, когда Вася не может никак отчитаться за свои денежки, государство очень не любит, когда его обманывают. И поэтому на Васю начинают наезжать. Наезжает на него налоговая и смотрит, откуда же у Васи деньги на машину. Да, и как Вася вообще, может быть, он непосредственно живет. И выясняется, что у Васи есть такой замечательный продукт. А как это может выясниться? А легко, потому что если Вася принимает денежки, например, на свою карту, обналичивает, да, вот, например, он биткоин, у него есть сайтик, на этом сайтике у него принимается биткоин, и, соответственно, Вася получает эти деньги в биткоине. Затем Вася с помощью обменки конвертирует эти деньги на свою карточку и обналичивает. Так вот, налоговая элементарным обращением в банк может узнать, откуда пришла каждая транзакция на счет Васи, а затем, собственно говоря, благодаря расследованию контрагента, да, смотрим, кто контрагент, получаем информацию, что данный контрагент, например, связан с пунктом обмена валют. Вот, откуда у Васи деньги? Соответственно, Вася меняется где-то. Или, например, Вася подключился к платежному агрегатору, предоставил левые документы. Вариантов здесь на самом деле масса, да? Экономические преступления расследуются очень просто.
В общем, ситуация такая, что у Васи находят этот великолепный его продукт, да? То есть находят его сайтик, затем находят его продукт антидетекта, вот, и тогда уже у Васи наступают темные времена. Темные времена у Васи наступают почему? Потому что антидетект в своем виде, браузерный антидетект, имеет одну очень интересную особенность. Обратите внимание сейчас на звездочки. Видите их? Что это за звездочки? Звездочками отмечены антидетекты, которые не хранят информацию в облаке. Что это значит, вы спросите, да? А я вам расскажу. Дело в том, что антидетекты, которые не отмечены звездочками, полностью хранят все ваши сессии на своем оборудовании. Соответственно, Вася поступил точно так же. И все сессии его 100 клиентов, все они полностью находятся на его сервере. Соответственно, получив доступ к этой информации, есть возможность его клиентов шантажировать, есть возможность его клиентов каким-либо образом, скажем так, привлечь к ответственности. Да, кто-то, например, заначку от жены прячет, кто-то другой, например, занимается наркотиками. Кстати, вы не задумывались об этом? Дело в том, что сейчас антидетект браузеры очень популярны на различных наркофорумах. И, соответственно, представьте себе, что есть какая-то, например, наркоорганизация, против которой ведется расследование, да, и эта наркоорганизация пользуется каким-нибудь из этих антидетектов. На сервер этого антидетекта, конечно же, выйдут. И, соответственно, трахнут разработчиков, трахнут полностью всех, получат доступ к данным всех пользователей, которые находятся непосредственно на этом сервере. Таким образом, получив доступ к облаку, в котором хранится информация о пользовательских сессиях, есть возможность за этими пользователями следить, есть возможность этих пользователей шантажировать, есть возможность этих пользователей привлечь к ответственности в случае нарушения закона. И как вы видите, из такого большого количества браузеров, да, только 2 не используют облачного хранилища. Первый, не обращайте на него внимания, это мой, да, вот, это не браузер, все остальное браузер. Так вот, такая модель, которая, возможно, в моих мозгах является фантастической, возможно, она кажется вам фантастической, имеет под собой очень большую подноготную стать реальной, да, с любым из данных продуктов, с абсолютно любым. Почему же создатели продуктов хранят всю информацию у себя? Зачем она им нужна? Давайте разберемся. Каждый труд должен быть оплачен. И, соответственно, когда разработчик работает, вкладывает в проект свое время, вкладывает в проект свою душу, вкладывает в проект свои деньги, это должно отбиться. В любом случае, да? И поэтому ему необходимо защититься, потому что если он просто кинет ссылку, например, донатьте мне, да, ну, мало кто будет его поддерживать. Все мы знаем вот великолепную Википедию, которой пользуемся каждый день, и мы часто видим, что Википедия просит, пожалуйста, заплатите нам хоть что-нибудь на поддержку серверов. Так вот, разработчику нужно как-то себя обезопасить. И разработчик обращается к так называемым системам лицензирования. Все мы знакомы с системами лицензирования, когда скачиваем программку, которая работает, например, с реальным периодом 3 дня, да, и потом, собственно говоря, нам нужно ввести код, этот код нужно купить и так далее. Есть несколько различных вариантов систем лицензирования, самых популярных, их вообще десятки, да, но самых популярных офлайн лицензирование и онлайн лицензирование. Что это означает? Офлайн лицензирование предусматривает под собой загрузку какого-нибудь лицензионного файла, либо же, например, ввод лицензионного кода в само программное обеспечение, и это программное обеспечение может работать без подключения к интернету. Но, как вы сами понимаете, в браузерах это не имеет смысла реализовывать особо. Поэтому везде реализована вот такая вот схема лицензирования, которую вы видите сейчас на своих экранах. Есть определенное множество пользователей. Это множество пользователей купила, например, доступ на месяц к системе антидетекта. Соответственно, когда они захотят работать, они открывают антидетект браузер. Дальше антидетект браузер связывается с сервером лицензии и проверяет лицензию. У них происходит так называемое рукопожатие. И если в этом рукопожатии или пульсе, как вот здесь указано на экране, да, если в этом рукопожатии или пульсе сервер сообщит, что у пользователя лицензия невалидна, он за нее не заплатил, то, соответственно, программное обеспечение его об этом уведомит и
не запустится. Да? Скажет, иди оплачивай, после того, как ты оплатишь, после этого я запущусь. Вот, собственно говоря, как работает простейшая система лицензирования. Эту систему лицензирования можно построить самому. Есть возможность эту систему лицензирования, например, арендовать. Да? Но в чем же проблема заключается? Дело в том, что при построении обычной, вот такой, как мы видим сейчас с вами на экране, системы лицензирования, не будет у пользователя никаких проблем. Все будет хорошо, все будет классно, разработчик будет получать деньги, пользователь будет получать продукт. Но не тут-то было. Я вам объясню почему. У нас в этой всей интересной ситуации появляется еще вот такой вот неизвестный компонент. Да? И к этому компоненту идет, например, вот на данном этапе к нему идет соединение. А что же это за интересный компонент? Мы сейчас немного уменьшим шрифт. А это облако. В этом облаке находятся сессии клиентов. Почему они находятся в облаке? Этому есть разумное объяснение. Разработчики антидетект браузеров говорят, что мы используем хранение на своих серверах для того, чтобы ваши данные защитить. Классно, вообще супер, они защищают наши данные, да? Вау. Они говорят, если с вами что-то случится, то у вас на компьютере ничего не будет. Ну вообще супер, просто святые люди, правильно? Ну и в конце концов, третий их аргумент. Мы храним ваши данные у себя для того, чтобы вы могли в случае утери устройства или, например, в случае необходимости зайти в свой аккаунт на любом из устройств. Ну супер. Просто вообще 3 шикарных аргумента, да? Великолепные аргументы. Однако в этих аргументах, как мы уже знаем, есть опасность номер 1, да? То, что в случае, если это облако или если разработчик попадает в зону внимания спецслужб, да, то, соответственно, и все сессии пользователей оказываются под пристальным вниманием спецслужб. И это не означает, что как только это произойдет, мы сразу же увидим, что да, по всему миру произойдут тысячи, десятки тысяч задержаний и так далее. Нет, так эта система не работает. Система работает таким образом, что при взаимодействии с разработчиком, да, мы уже знаем Васю, да, вот, Васе предлагается сотрудничество. И Вася будет поддерживать этот проект, он его может поддерживать годами. И в обмен на то, чтобы не слили Васю, нужно сливать информацию клиентов. Да? Таким образом, этот антидетект браузер, скажем так, является великолепным средством получения оперативной информации. И фактически является идеальной схемой, про которую я говорил, позавидует ей Виктор Люстик. Итак, представьте себе, человек платит деньги за продукт, который ему даже не дают, он даже на его компьютере не находится, да? Полностью подчиняется неизвестному разработчику, который скрывает свое лицо, скрывает свою личность вообще. То есть неизвестному Васе. Он платит деньги неизвестному Васе, притом полностью раскрывает Васе все карты. Он дает Васе доступ ко всей его работе. Да? И, конечно же, есть разработчики, которые сейчас скажут: да, все, что ты говоришь, Вектор, это все бред собачий. У нас облако шифруется, и ключей даже у нас нету, да? Вот. Но я бы сказал, что бред собачий именно такое объяснение. Вот. Объясню почему. Потому что, как минимум, это нельзя проверить. Никаким образом. То есть, то, что я сейчас говорю, да, нельзя проверить, что какой-то антидетект, например, попал в поле зрения спецслужб. Но точно так же и нельзя проверить, что он не попал в это поле зрения, что там действительно все так сильно зашифровано. Ну и вообще, это, честно говоря, большая глупость, когда говорят, что все данные пользователя зашифрованы, а ключей даже у нас нету. Итак, вот представьте себе, есть этот Вася с антидетектом, да, антидетект браузером. И Вася замечательным образом сливает информацию правоохранительным органам о том, кто чем занимается. За это не сливают Васю, Вася все равно получает деньги, находится на свободе, на той машине, на которой он спалился, он катается, живет себе довольно хорошо, и все довольны, все счастливы, кроме только тех людей, которые платят за это деньги, а потом отправляются в длительную командировку.
И подтверждение моим словам, повторюсь, вы можете найти сейчас на любом наркофоруме. Да? Вы можете найти рекламу антидетектов, вы можете найти то, как люди пишут, как они хорошо с них работают, и даже сами владельцы антидетектов рекламятся на этих форумах. То есть не просто, да, какой-то там пользователь наркофорума сказал: о, смотрите, там есть такой продукт, да, а сами именно непосредственно разработчики антидетектов рекламятся на наркофорумах. Классно, классно. Будут расследовать какого-нибудь барыгу, а возьмут вас. Другие рекламятся на кардинг-форумах и позиционируют свои продукты непосредственно как мошеннические. Да? Позиционируют эти продукты и думают, что тот же самый великолепнейший ФБР до них не доберется. Да? Ну, согласитесь, нужно быть невероятно умным человеком, чтобы противостоять такой огромной машине, да, если даже огромный Silk Road, да, с огромными просто капиталами не смог им противостоять, то что говорить о какой-нибудь вонючей команде разработчиков из какого-нибудь там Зажопинска? Сами понимаете, ну, абсолютно не тот уровень. И поэтому я призываю каждого из вас, каждого пользователя, знаете, к какому антидетекту прийти? Прийти к тому антидетекту, который находится у вас в голове. Это самое главное, что может быть. Ведь согласитесь, если вы не умеете водить, дать вам Жигули, дать вам Феррари или дать вам КамАЗ, но из этого ничего не получится. Правильно? Вы все равно не сможете поехать. Если вы не умеете боксировать, то какое бы оборудование, старые дедовские перчатки, которым 50 лет, или, например, самый новый Everlast дать вам, все равно толку от этого не будет. Правильно? Правильно. Поэтому опыт и теория, которая неразрывна с практикой, только это может сыграть действительно в вашу пользу. Потому что человек, который может водить, он соберет себе транспортное средство, может собрать его из ржавого велосипеда, унитаза и моторчика для, грубо говоря, бритвы, электробритвы, да? Вот. И в то же время, если человек не умеет делать это, то какой продукт ему не дай, работать он все равно не сможет. И в этой всей ситуации, знаете, как выглядит использование антидетект браузеров? Ну, по крайней мере, в моих глазах. Оно выглядит вот так. То есть пользователь взял, спрятал голову в песок, но в то же время задница его остается снаружи. А знаете, почему его задница остается снаружи? Потому что, когда используется вот такая вот простая система лицензирования, ну, которая без облака, то размер пакетов, с помощью которых обменивается клиент-сервер, он очень маленький. И вместить в эти пакеты какую-то важную информацию, ну, это крайне сложно, да? В то же время, если сессии клиента находятся на облаке, то объем трафика, который проходит между клиентом и, собственно говоря, сервером, он огромный. И в этот объем трафика можно вместить скриншоты рабочего стола, можно вместить воровство паролей, сохраненных в браузере, можно вместить все, что угодно. Воровство кошельков, хранимых у вас на компьютере, полный keylog всего, что вы вводите на своем компьютере и так далее и тому подобное. То есть здесь уже все ограничивается только фантазией самого разработчика. И что самое главное, пользователь никогда, увы, не сможет понять, какую конкретную информацию с его компьютера запрашивает этот разработчик. И даже если он не запрашивает ее сегодня, потому что сегодня он чист и порядочен, то завтра с ним уже может произойти все что угодно, и он под видом хорошего обновления будет у вас эту информацию все равно запрашивать. И, соответственно, вы платите за то, что устанавливаете такие трояны на свой компьютер. Поэтому не будьте страусами, иначе, когда ваша голова будет в песке, ваша задница будет снаружи, ее будут иметь. Ее будут иметь и, возможно, даже не один раз. И не верьте всему, что говорят, потому что страусы не прячут голову в песок. Ну а мы начинаем. Мы переходим сейчас непосредственно к настройке самого проекта антидетект. И я вам расскажу сейчас, прежде чем мы начнем, о том, почему стоит верить моему проекту, а не стоит, к остальным проектам нужно относиться с опаской. Может быть, я, Вектор Т13, тоже являюсь нехорошим человеком, да? Но у меня есть на это оправдание. И их несколько. Оправдание номер 1. С 2015 года я участвую, на YouTube есть выступления, да? Вообще участвую с 2012-2013 года на различных конференциях. Вот, но, увы, не все они
не все они есть в YouTube, да? В YouTube можно найти выступления, начиная с 2015 года. Начиная с 2018 года, а именно начиная с дня ВДВ 2018 года, была организована мной фирма Vector T13 Technologies. Да? То есть данная фирма является официальным юрлицом, где я, Мума Дмитрий Александрович, являюсь уполномоченным лицом, собственно говоря, основателем и директором данного предприятия. Данное предприятие является абсолютно законным, платит налоги, и мне нет необходимости скрывать свою личность. Не говоря уже о том, что есть еще дополнительный сайт, который называется Укрпатент. Да? И перейдя на этот сайт Укрпатент, вы можете найти вот по ключевому слову, слово такое антидетект. Опс. Введем его по-английски. Покажем результаты. И вот вы можете увидеть антидетект. Да? Это торговая марка, которой владеет компания Vector T13 Technologies, которой владею я. Поэтому мне нет смысла прятать свою личность. Я абсолютно открыт и честен со своими клиентами, честен с теми людьми, которые используют мой продукт. Это такая небольшая реклама, прежде чем мы перейдем к нашей основной части. Итак, переходим. Проект Antidetect 3. Вот он. Вот он на ваших экранах. Этот продукт является гипервизором, основанным на системе VirtualBox версии 6.1.22. При установке этого продукта, вот сейчас, мы можем видеть несколько непонятных цифр. Да? Что такое в данном случае в скобочках R1.2.0? R1.2.0 – это версия ревизии самого антидетекта. В антидетекте есть функционал, который направлен на смену нашей личности. Собственно говоря, версия этого функционала, она находится вот здесь, в скобочках. Далее мы видим версию 6.1.22. Это версия VirtualBox, на которой, собственно говоря, основан продукт. Поскольку раньше, например, продукт не обновлялся, он всегда был на версии 5.2.2 основан. Сейчас мы идем в ногу со временем, поэтому всегда продукт будет обновляться, как только будет обновляться, собственно говоря, сам VirtualBox на официальном веб-сайте. То есть на разработку этого продукта работают две команды. Один я и целая компания, целое подразделение компании Oracle на развитие данного продукта. Также хочу обратить ваше внимание, что вам необходимо убедиться в том, что данный продукт является официальным. Сделать это элементарно просто. Вот сейчас мы прервем инсталляцию. Нажмите правой кнопкой мышки на, собственно говоря, .exe-файле, да, и перейдите в свойства. В свойствах переходим на вкладку Digital Signatures или цифровые подписи. И здесь вы можете увидеть сертификаты. Да? Давайте нажмем два раза мышкой на этом сертификате. И вот мы видим, что данный сертификат был выдан компанией DigiCert. Да? И, собственно говоря, данное программное обеспечение было подписано 8 июня, то есть сегодня, 2021 года, в 4:42 утра. И есть, собственно говоря, полная информация о том, кто этим сертификатом владеет. Vector T13 Technologies, собственно говоря, почтовый ящик, да, и любая другая информация, которую вы можете найти. Только наличие двух сертификатов в данном случае будет являться, скажем так, гарантией того, что вы используете действительно официальное программное обеспечение, а не какую-нибудь склейку. Да? Поэтому проверяем, после чего переходим к установке. Установка точно такая же простая, как и установка любого другого гипервизора. Единственное, на что я хочу обратить ваше внимание. Для работы с антидетектом вам необходимо включить виртуализацию на вашем компьютере. То есть, как это проверить, включена у вас виртуализация или нет? Вы просто переходите в диспетчер задач, вот, да? На вкладку CPU, и здесь вы видите пункт виртуализация. В данном случае она включена, enabled, да, то есть точно так же в русскоязычной версии вы увидите виртуализация включена. Если все включено, все окей, вы можете приступать к установке. Если у вас виртуализация отключена, я рекомендую вам зайти в BIOS и в BIOS
ее включить. Потому что без виртуализации, увы, мы не сможем тогда виртуализировать 64-разрядные системы, на которых, собственно говоря, на которые мы ориентируемся в большинстве своих случаев. Да? Поэтому не забываем об этом. Далее. Хотелось бы нырнуть во времени немного, буквально на годик назад. Да? Раньше, когда существовал продукт Antidetect 2 или Antidetect OWASP, этот продукт не имел подписи, то есть он был не подписан. Вот как я вам показывал только что, да, он имел не мою подпись, не официальную подпись компании Vector T13 Technologies, а он имел так называемый самописный сертификат. Для работы с этим самописным сертификатом нам необходимо было переводить нашу операционную систему в так называемый тестовый режим. В случае с использованием Antidetect 3 полностью хостовые драйвера, то есть драйвера, которые ставятся на нашу физическую машину, и полностью все драйвера гостевые, которые ставятся внутри виртуальной машины, имеют подписи компании Microsoft, поэтому нет необходимости использовать тестовый режим нигде. Это для тех, кто раньше пользовался моим продуктом. Для тех, кто никогда не пользовался, соответственно, просто прослушали информацию эту и все. Итак, выбираем, куда мы хотим установить наш продукт. Да, в данном случае он восстанавливается Program Files. Вы можете изменить его место установки. Он не так много занимает места, всего 266 мегабайт на нашем жестком диске. Итак, нажимаем Next, Next, Yes, Install. Установка невероятно простая, никаких подводных камней или чего-то еще в ней нет. Ожидаем. В принципе, она занимает от нескольких, буквально от 10 секунд, в некоторых случаях может занять минуту. Итак, вот наша установка уже подходит к своему концу. Ожидаем. Есть. Установка завершена, и наш Antidetect готов к запуску. По поводу перезагрузки. Хотелось бы также обратить ваше внимание на это. Дело в том, что если вы использовали, например, на своем компьютере VirtualBox, да, он использовал свое определенное ядро. И когда вы установите поверх VirtualBox Antidetect, Antidetect удалит ваш VirtualBox, но в то же время вы будете ловить ошибку ядра. Увы, это никаким образом пока невозможно пофиксить, поэтому я рекомендую вам, если у вас стоял VirtualBox, удалить его через панель управления, а затем перезагрузить вашу машину. И только после этого перейти к установке Antidetect. Если у вас VirtualBox не был установлен, устанавливайте сразу Antidetect, и проблем никаких не будет. Так что можем сразу перезагрузиться, можем не перезагружаться. В данном случае у меня ничего не было установлено, кроме Antidetect, поэтому это не является проблемой. Итак, как мы видим, мы сейчас находимся в основном меню Antidetect. И вот мы можем посмотреть Antidetect 3, да, и здесь, собственно говоря, показана версия VirtualBox еще раз, на которой он основан, да, то есть каждый из вас может посмотреть. Antidetect имеет также еще дополнительный плагин, да, так называемый пакет расширений. Что это за пакет расширений? Мы переходим сейчас в меню «Файл», это нужно сделать перед началом работы, да, сразу после установки. Файл, Preferences. И здесь переходим на вкладку Extensions. Вот вы видите, у меня есть так называемый Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Что это за пакет расширений? Данный пакет расширений позволяет нам работать с USB устройствами. Да? То есть он дает нам поддержку USB 2, USB 3, позволяет нам зашифровать нашу виртуальную машину. И, кстати, когда мы ее зашифруем, она будет не в облаке храниться, она будет зашифрованная действительно вами, храниться действительно на вашем компьютере. Так вот, где взять этот пакет расширений? Он важен. А данный пакет расширений вы можете найти на официальном сайте VirtualBox. Вот смотрите, переходим на вкладку Downloads, соответственно, да. И здесь мы находим, где он у нас есть. Вот он. Вот он, VirtualBox 6.1.22 Extension Pack. Вот мы нажимаем на вкладку All Supported Platforms и, соответственно, у нас уже предлагает он нам скачать 10,6 мегабайт, да, в виде этого пакета расширений. В некоторых случаях у вас, возможно, он автоматически не откроется. В таком случае я рекомендую здесь же, на вкладке Extensions, нажать на плюсик, да, и, собственно говоря, указать путь к этому пакету расширений. Его установка обязательна для нашей работы, это очень важно. Поэтому делаем мы это всего-навсего один раз, только после установки нашего антидетекта. Итак,
Приступаем. У меня здесь есть парочка старых виртуальных машин. Мы на них не обращаем внимания. Их у вас не будет, соответственно. И первое, к чему я хотел бы прийти, это к совместимости. Дело в том, что если вы раньше пользовались VirtualBox, или если вы раньше пользовались, например, моим антидетектом, то все прошлые виртуальные машины у вас не будут работать. Совместимости нет вообще. И точно так же, как если вы мою виртуальную машину, созданную в антидетекте, перенесете, например, на VirtualBox обычный, да, то шансы, что она у вас заработает, я бы сказал так, менее 10%. Поэтому не забываем об этом, и если хотим работать с новым версией антидетекта, то все нужно будет начать заново. Что же нам, собственно говоря, нужно начинать заново, да? Что я имею в виду? А я вам расскажу. Дело в том, что сама система, сама концепция антидетекта в данном случае будет работать следующим образом. Мы сначала создаем одну так называемую материнскую машину. Эту материнскую машину мы настраиваем полностью, после чего мы ее закрываем и в ней не работаем. И затем мы будем создавать так называемые клоны. Что такое клоны? Любую виртуальную машину можно нажать правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Клон». В данном случае будет, как вы поняли, создан полный клон уже установленной машины. Это будет позволять нам создавать наши новые личности в течение буквально пары секунд, потратив всего один раз время на настройку. Но это время на настройку мы должны потратить с пользой, поэтому обращайте обязательно внимание и будьте максимально внимательны в текущем видеоуроке. Опять же, для тех, кто захочет перескочить с одного этапа на другой или вернуться на предыдущий, обращаем внимание на описание к данному видео и обращаем внимание на тайм-коды. Итак, мы переходим к созданию нашей материнской виртуальной машины. Итак, приступим к созданию платформы для установки нашей материнской системы. Платформа создается так же, как и на любых других версиях антидетекта, за только лишь несколькими исключениями. Итак, нажимаем на кнопку New и, соответственно, указываем место, где мы хотим, чтобы размещалась наша виртуальная машина. Как вы помните, раньше для того, чтобы поместить виртуальную машину, мы должны были в настройках самого антидетекта выбрать папку, где эти машины будут располагаться. Сейчас мы можем расположить каждую машину индивидуально в тех местах, в которых мы захотим. Итак, указываем, соответственно, имя. В версии антидетекта номер 3 есть возможность виртуализировать все операционные системы, которые есть и в стандартном VirtualBox. Мы же с вами для теста выберем сейчас стандартную Microsoft Windows, Windows 10. И обязательно выбираем 64 бит. Это очень важно для дальнейшей настройки. Если вдруг у вас будут видны только 32-битные системы, это значит, что на вашем ПК не включена виртуализация, либо имеется какой-то гипервизор, работающий параллельно. Очень часто такая проблема возникает, если, например, у вас установлен Hyper-V, то есть от компании Microsoft. Если он установлен, его необходимо в настройках отключить. Каким образом отключить его в настройках, я вам сейчас покажу. Открываем панель управления. В панели управления переходим на вкладку Programs. И вот здесь мы находим такой пункт «Включить или выключить свойства Windows», возможности Windows. Здесь мы находим, соответственно, Hyper-V, и если на нем стоит галочка, нам ее необходимо убрать. В противном случае он будет у нас проприетарным гипервизором и не позволит внутри антидетекта использовать 64-разрядные системы. Возвращаемся к созданию нашей платформы для установки нашей материнской системы. Итак, выбираем Windows 10, 64 бит, нажимаем Next. Далее, объем оперативной памяти. Довольно часто этот вопрос возникал в Telegram-чате. Я скажу так, что для более-менее нормальной работы Windows 10 в качестве виртуальной машины необходимо как минимум 4 гигабайта оперативной памяти. Но
Не забывайте также о том, что у вас помимо гостевой системы, которую мы сейчас запустим, есть еще и система хостовая. И поэтому, если на вашем компьютере всего 4 гигабайта оперативной памяти, то я вам советую его выкинуть, потому что с таким дерьмом работать нельзя будет. Да, поэтому минимум 8 гигабайт оперативной памяти должно находиться на вашем компьютере, чтобы хотя бы 4 гигабайта было выделено на хостовую машину и 4 гигабайта было выделено на машину гостевую. Я выделю немного больше, я выделю для теста, чтобы все было быстро, 16 гигабайт оперативной памяти. Нажимаем далее, соответственно, создаем наш жесткий диск. Форматы жесткого диска мы можем не менять, оставить формат VDI. Остальные форматы VHD и VMDK характеризуются возможностью сегментирования жесткого диска, а также переноса его в другие гипервизоры. В нашем случае, даже если мы перенесем нашу виртуальную машину в другой гипервизор, она не заработает. Поэтому выбираем формат VDI. Нажимаем Next. Следующий пункт позволяет нам выбрать динамический, будет у нас занята память, либо же будет создан фиксированный жесткий диск. В чем разница? Разница заключается в том, что если мы выберем динамический диск, да, динамическое заполнение памяти, в таком случае у нас вот на следующем этапе, да, 65 гигабайт, например, у нас выделено. Эти 65 гигабайт будут являться максимальным размером, который виртуальная машина может занимать на нашем винчестере. И будет заполняться он постепенно. То есть, например, после установки Windows 10 у нас будет занято порядком где-то 28 гигабайт, да, на нашем жестком диске, и все. И, соответственно, потом работа с файлами, установка приложений и так далее, она будет постепенно этот размер увеличивать до конечного в 65 гигабайт. В случае же, если мы выберем фиксированный размер, да, то сразу же после создания платформы для виртуальной машины этот кусочек, в данном случае это 65 гигабайт, будет откушен от нашего жесткого диска, да, то есть занят нашей виртуальной машиной, вне зависимости от того, насколько будет он заполнен. В данном случае 65 гигабайт также будут являться максимальным пределом его заполнения. Между двумя этими пунктами, как вы сами понимаете, есть преимущество, значительное преимущество у пункта динамической памяти, да? Но есть еще один подводный камень здесь. Этот подводный камень заключается в том, что динамическое заполнение памяти не позволяет выполнить проверку на предмет детекта виртуального жесткого диска. Что это означает? Это означает, что при, например, использовании теста Alcacer, да, при использовании некоторых других тестов, которые вы можете найти в интернете, при проверке динамического диска он будет всегда показан как виртуальный. Почему? Потому что количество свободных кластеров на этом жестком диске будет составлять всегда 0. В случае же, если мы будем использовать фиксированный размер, то в этом случае количество свободных кластеров будет соответствовать действительно свободному месту на нашем жестком диске, и он будет уже фигурировать как реальный. Да? Поэтому, если вы используете, например, локальное программное обеспечение, я рекомендую использовать фиксированное заполнение памяти. Если вы используете, например, работаете только с браузером, тогда используем динамическое заполнение памяти. В данном случае мы будем работать с браузером, поэтому выбираем динамическое. Нажимаем Next. Размер нашего жесткого диска. По умолчанию я выставил размер 65 гигабайт, система нам предлагает 65 гигабайт. Этого более чем достаточно для виртуальной машины. Если вам нужно больше, можете выставить больше. Повторюсь, если мы используем динамическое заполнение памяти, то вы можете установить хоть 2 терабайта, да, они все равно будут являться всего лишь максимально ограниченным значением. Я оставлю 65 гигабайт и нажимаем кнопку Create. Вот она создана наша виртуальная машинка. По умолчанию в этой машинке уже есть все необходимые нам функции. То есть не нужно заходить в настройки и что-нибудь менять. Но все же хочу обратить ваше внимание и познакомить с несколькими новыми системами, которые вы не могли видеть в предыдущих антидетектах, а также не могли видеть в любой из версий VirtualBox. Ну, точно так же, как, в принципе, я думаю, что и в других гипервизорах такого нет. Итак, давайте посмотрим. Мы переходим на вкладку System. На вкладке System, первое,
с чем я хочу вас познакомить, это UEFI. Да? Что это означает? Это означает, что мы можем использовать в данной версии антидетекта, мы можем использовать загрузчик UEFI. Он позволит нам работать, как, например, с тем же самым macOS, да? В то же время он способен работать и с Windows, и с Linux, и он значительно ускорит скорость работы, увеличит скорость работы вашей виртуальной машины. Поэтому моя рекомендация для всех эту галочку поставить. Однозначно она позволит вам улучшить производительность вашей виртуальной машины. Для того, чтобы у нас наша виртуальная машина не определялась по, опять же, тому же самому тесту Alcacer как виртуальная, я рекомендую поставить также галочку Hardware Clock in UTC Time. Следующее, на что мы обращаем внимание. Процессор. Никакие дополнительные галочки здесь не ставим. 2 ядра у нас выделяется. По поводу ядер процессора хотелось бы сказать. Виртуальная машина использует 2 потока, либо же одно ядро процессора. Да? Соответственно, если ваш компьютер поддерживает гипертрейдинг, что это такое? Я вам сейчас покажу. Заходим в диспетчер задач. И вот в диспетчере задач. Обратите внимание. В данном случае у меня 16 ядер. Да? 16 ядер, которые с помощью гипертрейдинга работают в 32 потока. Виртуальная машина может использовать либо 2 потока, которые будут равняться одному ядру, либо, если на вашем компьютере нет гипертрейдинга, то, соответственно, будет использовать 2 ядра. Это, опять же, принципиальная позиция некоторых тестов на предмет детекта виртуальной машины, во-первых. Во-вторых, однопроцессорные компьютеры уже, я не знаю, я не встречал однопроцессорных компьютеров, поэтому, одноядерных, прошу прощения, одноядерных компьютеров, поэтому 2 ядра – это самый минимум, который нам нужен. Далее, вкладка Acceleration. Ничего не меняем, все параметры полностью по умолчанию. И последняя, самая интересная вкладка DMI Information. Данная вкладка является чрезвычайно актуальной в связи с последними изменениями в платформе браузеров Chrome. Да? И она позволяет нам выставить довольно интересные параметры, которые будут влиять на нашу дальнейшую работу. В данном случае у нас есть 2 основных пункта, которые будут определять положение всех дочерних пунктов. Первое — это платформа. У нас есть 3 платформы. Платформа Desktop, платформа Laptop и платформа Ноутбук. Для тех, кто не знает, какая разница между лаптопом и ноутбуком, вы можете загуглить. Скажу простыми словами просто, да. Ноутбук мощнее, грубо говоря. Ну, а более детальную разницу вы можете найти. Но в нашем случае мы не просто подбираем случайно, да, там маломощный ноутбук, например, в лэптоп, а сильный ноутбук в класс ноутбук. Нет. У устройств, которые находятся на рынке, есть четкая градация, что является лэптопом, что является ноутбуком. В проекте Antidetect одной из его основных задач является эмуляция абсолютно реальных устройств. И, соответственно, моя задача будет сюда в DMI параметры и во все остальные параметры, которые можно подменить внутри нашей виртуальной машины, имплементировать абсолютно реальное железо. Реальные модели ноутбуков, реальные модели лэптопов. В случае с десктопом так не получается, потому что десктопы мало есть производителей, которые выпускают десктопы именно уже, скажем так, собранными. Да? В основном это фактически может быть сделано на основе, к примеру, какого-нибудь крупного магазина. Магазин сам брендирует свои компьютеры, сам их собирает и так далее. Вот. Есть, конечно, исключения, как я и говорил, например, Dell, Hewlett-Packard, они выпускают свои десктопы. Да? Но в нашем случае мы пока не рассматриваем возможность использования их. Поэтому лэптоп и ноутбук — это уже готовые модели полностью. Десктоп дает уже вам больше простор для действий, для выставления собственной конфигурации. Ну, например, мы с вами выберем сейчас платформу ноутбук. Да? Вот у нас появилась некая информация о нашем ноутбуке, которую мы можем использовать. Обратите, пожалуйста, внимание на пункт CPU. В данном случае он имеет значение host. Что это означает host? При значении CPU host
ваш реальный процессор, информация о вашем реальном процессоре будет проброшена внутрь виртуальной машины. Соответственно, вот в моем случае, например, если выставлен хост, то внутри виртуальной машины у меня будет AMD Threadripper. Да? У нас есть возможность также выбрать другие процессоры. Их количество пока на данный момент небольшое, потому что многие думают, например, вот я очень часто встречал такое изречение, миф, не знаю, или мнение просто в телеграм-чате, да, что вот была раньше хорошая утилита CC Tools, она там процессоры меняла, так классно, так супер, да, вот, но она меняла только стринговый параметр в реестре. Что такое стринговый параметр? То есть просто текстовый параметр. И если вы хотите поменять себе процессор просто-напросто в реестре, вы можете это сделать без какого-либо труда, поставить себе любое значение там. Но в реальности процессор наш состоит из листьев. И я уже не раз показывал на вебинарах, как выглядят эти листья, какую информацию они в себе несут. Поэтому добавление каждого нового процессора сюда является задачей очень трудоемкой. Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы расширять этот список процессоров, расширять список оборудования, да, вот, но не все делается быстро. И в данном случае публичная версия антидетекта будет иметь примерное количество процессоров около 10, да, и, соответственно, другие версии уже будут иметь расширенное количество конфигураций железа, уникальные конфигурации железа, например, как в случае с персональными версиями. Итак, мы выбираем какой-нибудь процессор, пусть это будет, например, Core i7. У нас далее есть возможность выбрать производителя нашей материнской платы, есть возможность выбрать, например, соответственно, версию материнской платы, есть возможность выбрать BIOS и, например, производителя системы и так далее. Я не буду сейчас заострять много внимания на этих параметрах. Я вам так скажу, что для тех, кто хочет разобраться, например, в этом, мы можем провести отдельный вебинар, как это меняется, собственно говоря, от чего это зависит. В вашем случае я скажу так, что здесь прописаны параметры реальных материнских плат, соответствующие им BIOS, соответствующие серийные номера, то есть максимально подробная, максимально полная информация, которая будет соответствовать реальному компьютеру. И, соответственно, любой софт, запросивший у вас DMI параметры, получит действительно их реальными. Плюс ко всему, хотелось бы отметить один очень важный момент. В предыдущих версиях антидетекта, то есть в любом антидетект WASP, антидетект Patreon до релиза мая 2021 года, абсолютно все они имели рандомизатор DMI. То есть при каждой перезагрузке виртуальной машины параметры DMI менялись. Здесь же параметры DMI являются статичными и подлежат только ручному изменению. Соответственно, можете выставить себе все, что хотите. Переходим дальше. Следующий пункт. Пункт дисплей. Пункт дисплей характеризуется у нас несколькими интересными моментами. Первое. В прошлых версиях антидетекта мы, как вы помните, могли выставить себе большой объем видеопамяти, и фактически этот большой объем, он в некоторых случаях людей путал, и на реальную работу виртуальной машины он никакой полезной нагрузки не накладывал. Кроме одного, он кушал большое количество оперативной памяти. Дело в том, что в качестве видеопамяти в гипервизоре VirtualBox используется оперативная память. Соответственно, когда в виртуальной машине, например, на прошлых версиях антидетекта пользователь решил выставить себе, например, 4 гигабайта видеопамяти, значит, у него такой кусочек мог быть откушен от его оперативной памяти, и, соответственно, что приводило к большим просадкам в скорости, в масштабируемости, и самое главное, не приводило абсолютно ни к какому результату, потому что эти ресурсы просто не используются в виртуальной машине. Поэтому в нашем случае я рекомендую, первое, когда мы переходим на вкладку дисплей, обязательно проверять, включено ли у вас 3D ускорение. Включаем 3D ускорение и ставим ползунок видеопамяти на максимум, на 256 мегабайт. В данном положении вы можете избежать различного рода артефактов в современных браузерах. Следующий пункт.
Пункт графический контроллер. Вот он у нас здесь есть. У нас есть 4 запрограммированных графических контроллера, 4 запрограммированных типа графических контроллера. Я рекомендую использовать только контроллер GPU SVGA. Да? Этот контроллер необходимо использовать для версии Windows. По поводу macOS, например, да, с macOS мы запишем отдельный гайд, поэтому не буду заострять сейчас внимание, разницу между этими платформами. Выбираем ту платформу, которая стоит у нас по умолчанию. Сразу хотелось бы еще сказать, каждый раз, когда вы создаете, например, платформу Windows 10, например, Windows 7, Windows Server, macOS, Linux, да, она предлагает максимальный набор пунктов, да, то есть все настройки уже в ней вшиты, кроме некоторых настроек, которые могут нарушить совместимость. Ну, в данном случае, вот, например, 3D ускорение. В некоторых случаях оно пользователю нет в нем необходимости для пользователя, и поэтому его не включаем. Для данного теста, для теста, который мы проведем сегодня, я рекомендую включить. Просто запомните. Графический контроллер GPU SVGA, включаем 3D ускорение, в некоторых случаях оно включится у вас автоматически, в зависимости от вашей хостовой видеокарты, и объем видеопамяти ставим на максимум на 256 мегабайт. Далее, крайне важный пункт, которого вы тоже не найдете ни в антидетекте в предыдущих версиях, ни в самом VirtualBox. Это пункт, соответственно, с выбором видеокарты. Выбор видеокарты у нас представлен из 3 основных марок. Это марка AMD, марка Intel и марка, соответственно, NVIDIA. В каждой из марок присутствует по 3 видеокарты. На данный момент 3 видеокарты запрограммированы. Их количество будет постепенно расширяться. Вот мы видим их, да. Эти модели позволяют, соответственно, нам изменить видеокарту внутри нашей виртуальной машины. А вместе с этим изменить и параметры обработки графики с помощью изменения этой видеокарты. Да? В данном случае я, например, поставлю какую-нибудь видеокарту. Пусть это будет та же самая NVIDIA, пусть это будет NVIDIA GTX 1050. Или даже GTX 1080, поскольку предыдущие видеоуроки я записывал как раз при этой конфигурации. Пусть она же у нас и останется. Переходим далее. Пункт Storage. Пункт Storage внешне ничем не отличается, за исключением некоторых параметров. Первое. Я рекомендую поставить хеширование ввода-вывода для увеличения скорости работы виртуальной машины. Но я рекомендую это делать в основном на твердотельных кремниевых накопителях M2. Если у вас обычный NGMD накопитель, то выставив данный параметр, вы, скорее всего, потеряете в скорости. Ну и использовать NGMD накопители в 2021 году, это, конечно, архаично, хотя и стабильно, потому что ни один кремниевый накопитель не сравнится со стабильностью и с возможностью восстановления данных, так как NGMD. Поэтому лучше, если у вас NGMD накопитель, вытащите его из вашего компьютера, сделайте его, например, каким-нибудь бэкап винчестером и поставьте себе хотя бы SSD. Если есть возможность, ставьте M2. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что 90% скорости виртуальной машины зависит именно от винчестера. И я вам приведу пример. Средняя скорость NGMD накопителя 150 мегабайт чтения, 100 мегабайт запись. Средняя скорость SSD накопителя 550 мегабайт чтения, 500 мегабайт запись. В некоторых случаях, да, высокие есть, они до 800 мегабайт доходят. Средняя скорость сейчас M2 накопителя 5000 мегабайт чтения, 4000 мегабайт запись. Если возьмете абсолютно недорогой Western Digital, который есть сейчас в черной серии, там, если не ошибаюсь, что-то в районе 7000 мегабайт чтения и, соответственно, 5000 мегабайт запись. Как вы понимаете, такие колоссальные разницы между NGMD, SSD и M2 создают действительно очень большую разницу в производительности виртуальной машины. Поэтому, если у вас есть возможность, начните с того, что у вас будет накопитель M2.
Итак, ставим галочку хэширования ввода-вывода, поскольку у меня как раз такой накопитель. Смотрим далее. У нас есть здесь контроллер сериала ATA. Вот он. И у нас есть наш винчестер. Вот он в формате VDI. И есть наш CD-ROM. Нажмем на винчестер. И опять мы видим новое меню, которого нету в VirtualBox, нету в предыдущих версиях антидетекта. Данное меню характеризуется на примере нашего винчестера виртуального, характеризуется 4 пунктами. Первый пункт — это пункт платформа, десктоп. Откуда этот пункт берется? Пункт этот берется, соответственно, из DMA информации, которую мы выставили ранее. В данном случае он неизменяем, он может быть изменен только лишь здесь. Да? То есть, например, поставим сейчас лэптоп. Давайте сейчас еще раз обновимся. Чтение не всегда может быть. Вот смотрите, ставим лэптоп, окей. Заходим в Storage. Вот у нас лэптоп, соответственно, да. Для применения параметров, как вы поняли, нам необходимо нашу конфигурацию сохранить, да, то есть нажимаем кнопочку ОК, и после этого у нас наша конфигурация сохранена. Если вдруг, сразу хотелось бы сказать, если вдруг у вас возникнет какая-нибудь проблема с вашей конфигурацией железа, например, возникнет какая-нибудь ошибка или что-нибудь такого в таком роде, мы можем легко сбросить конфигурацию железа. Как это сделать? Нажимаем на машинке правой кнопкой мышки и выбираем пункт «Показать ее в проводнике». И вот когда мы показываем нашу машинку в проводнике, у нас есть файл с расширением vbox-custom. Данный файл содержит в себе конфигурацию железа вашей виртуальной машины. Вы можете его просто удалить, и после этого, соответственно, ошибка пропадет. Но когда вы его полностью удалите, у вас по умолчанию, если вы его удалили и новые значения не выставили, у вас по умолчанию подтянутся значения стандартного VirtualBox. Поэтому, соответственно, если у вас какая-нибудь ошибка, например, в процессе работы появилась конфигурация, или вы просто хотите все выставить заново, файл vbox-custom удаляем. После этого опять же заходим в нашу виртуальную машинку, DMI, ставим все, что нам нужно, переходим на пункт Storage, нажимаем на наш винчестер, видим, что платформа Desktop, выбираем серийный номер, выбираем ревизию, выбираем модель нашего винчестера, которая подходит, например, для десктопа. И точно так же есть определенный набор для десктопа, для лэптопа, для ноутбука. Идем дальше. Следующее у нас это CD-ROM. С CD-ROM точно такая же ситуация, то есть выбираем подходящий нам CD-ROM. Данная информация, особенно серийные номера, крайне важны. Они используются для привязки программного обеспечения и также, опять же, для идентификации пользователя. Не знаю, как на данный момент, а вот раньше, например, серийный номер винчестера, именно вот этот номер, использовался, например, тем же самым TeamViewer. К примеру, да, вот такой простой пример. И на данный момент он очень часто используется в системах лицензирования. Почему ему уделяется такое большое внимание? Потому что в отличие от программных идентификаторов, такие как Volume ID, например, да, или System Serial Number, он не меняется, да, то есть программные идентификаторы можно изменить с помощью командной строки Windows, в то же время этот серийный номер вы с помощью командной строки Windows не измените. Есть проект на GitHub, который позволяет якобы его изменить, вот, но, честно говоря, в этом проекте есть огромное количество минусов, которые позволяют вернуть, соответственно, реальный серийный номер. Поэтому нам антидетект дает возможность выставить именно непосредственно аппаратный номер, который был запрограммирован в данном винчестере на заводе производителя этого винчестера. Итак, переходим далее. Следующий пункт. Пункт аудио. В нашем случае пока довольно пункт бесполезный. Здесь мы планируем в будущем добавить хорошую систему рандомизации аудиоотпечатка и, главное, правильную систему. Ну а пока я хотел бы вам сказать, если ваша работа
не связано с прослушиванием каких-нибудь композиций, с музыкальным оформлением или, например, с просмотром спортивных матчей внутри виртуальной машины, я вам рекомендую отключить вывод аудио. Вот он. Когда вы отключаете вывод аудио, в данном случае это будет равносильно тому, что вы просто, например, выключили звук на своих колонках. У вас все будет работать, потому что пункт Enable Audio у вас включен, но у вас не будет звука виртуальной машины. Почему это важно? В некоторых случаях мы можем наблюдать аномалии в воспроизведении звука. Например, этот звук может повторяться бесконечное количество раз и так далее. Это связано с производительностью виртуальной машины и носит ситуационный характер, который может быть у одного человека все будет окей, да, а на компьютере другого человека можно найти такую проблему. Поэтому я рекомендую, если у вас нет необходимости в воспроизведении звука, его в данном случае отключить. Далее, пункт Network пока ничем для нас не является примечательным. Пункт серийные порты тоже. На пункте USB прошу обратить внимание на то, что у нас USB-контроллер должен быть версии, соответственно, 3. Далее, пункт Shared Folders. Или же пункт общие папки. Он позволяет нам прокинуть общую папку из нашей хостовой машины в нашу виртуальную машину. Мы можем это сделать после установки, наша общая папка появится после установки гостевых дополнений. Что это такое, вы еще узнаете. Но хочу сказать, что на этапе создания материнской системы особого смысла добавлять сюда общую папку нет. Объясню почему. Любое добавление общей папки, ну, например, вы добавите, без разницы, какую угодно папку вы добавите в виртуальную машину, да? Я не могу гарантировать того, что ваше программное обеспечение не будет эту папку фиксировать. Объясню почему. Дело в том, что при добавлении общей папки, она у вас появится в моем компьютере внутри виртуальной машины в качестве сетевого окружения. То есть такое ощущение, что эта папка будет подключена к вам по локальной сети. И у этой папки будут статичные идентификаторы, которые не подменяются. И, соответственно, например, если вдруг теоретически мы возьмем программное обеспечение, которое проверяет ваше сетевое окружение, оно будет всегда на всех клонах фиксировать, соответственно, эту общую папку. Но как же быть в таком случае, как прокидывать файлы, если они нам необходимы? Я вам сразу скажу, решение есть. Общая папка в данной версии антидетекта работает без перезагрузки системы. Это означает, что вы в любой момент можете ее подключить и отключить, не перезагружая виртуальную машину. То есть будет равносильно тому, что вы вставили, например, в ваш компьютер флешку, да, и, соответственно, поработав с ней, перекинули файлы и флешку вытащили. Поэтому на этапе создания материнской системы не рекомендую указывать какую-нибудь общую папку. Последний пункт интерфейс ничем не примечателен, кроме двух галочек, вот она, внизу, соответственно, и вверху, которые будут включать вам верхнюю, соответственно, и нижнюю панель в окне вашей виртуальной машины. В некоторых случаях, когда пользователи играются с ресайзом экрана, либо же играются с режимом полного экрана, у них эти меню пропадают. Поэтому просто запомните, если у вас вдруг не отображается какое-нибудь либо верхнее, либо нижнее меню, которое вам нужно просто зайти на вкладку User Interface этой виртуальной машины и поставить галочку возле необходимого вам меню. Итак, нажимаем ОК. После этого наша с вами платформа для установки материнской системы полностью создана. И мы можем переходить к следующему этапу, к этапу установки виртуальной машины. Приступаем к установке нашей виртуальной материнской машины. Итак, выбираем нашу платформу, нажимаем, соответственно, «Старт». И теперь нам необходимо выбрать образ диска, да, с которого будет, собственно, производиться запуск и установка нашей виртуальной машины. В данном случае у меня такой образ диска на компьютере присутствует. Можем его открыть, например, вот здесь, вот, нажав на соответствующую клавишу. И у нас появляется новая менюшка такая, в которой мы можем добавить. У меня, вот, например, есть образ Big Sur.
macOS, да, но нет образа Windows. Где же нам получить образ Windows? У нас его нет. Я вам расскажу. Нам необходимо перейти банально в браузер, да, в Google, и в Google прописать, соответственно, Download Windows 10. Переходим по самой первой ссылке, да, ссылка от Microsoft. И поскольку у меня используется VPN Нидерландов, то и язык у меня, соответственно, голландский. Я его сейчас изменю. Сайт Microsoft работает медленно. Это у них традиция. Поэтому дадим ему немного времени отдышаться. Итак, последняя версия перед выходом 11 версии Windows, которую мы ожидаем в этом году, да, это Windows 10 редакции от мая, да, от мая 2021 года. У нас есть возможность скачать специальную, например, произвести апдейт нашей установленной виртуальной машины, произвести апдейт нашей хостовой машины, либо скачать специальное средство для того, чтобы создать, например, загрузочную флешку. Ни первое, ни второе нас не интересует, и больше фактически нам ничего сайт Microsoft не предлагает. Поэтому для того, чтобы получить доступ к ссылке на Windows 10, нажимаем на клавиатуре F12, и у нас открывается, соответственно, консоль разработчика. В данной консоли разработчика мы справа находим режим адаптивного дизайна. Как в браузере Chrome, так и в браузере Mozilla вы можете найти, в браузере Firefox, вы можете найти данный значок. Нажимаем на него, и он изменяет параметры отображения нашей веб-страницы, меняет его, соответственно, например, на устройство, которое мы выберем. Да? В данном случае у нас используется вот iPad. Итак, обновляем теперь страницу. И сейчас веб-ресурс видит, как будто мы используем iPad. То есть скачать средства обновления мы не можем. И обновить нашу операционную систему мы не можем. Поэтому нам он предлагает... вот он нам предложил, соответственно, выбрать версию операционной системы, нажимаем Confirm. Далее нам необходимо выбрать язык. По поводу выбора языка, что хотелось бы сказать, на чем заострить ваше внимание. Если вы работаете, например, по Великобритании или по США, то, возможно, вы путаетесь между English и English International. Поскольку мы знаем, что английский язык был, соответственно, родоначальником его является Англия, то логично, что English для Англии будет English, а English для всего остального мира и США будет English International. Но на самом деле компания Microsoft посчитала по-другому. И теперь языковая раскладка, к которой мы все привыкли, да, для США, и полностью региональные параметры США, они находятся в операционной системе English, а, например, для Великобритании и всех остальных англоязычных стран используется English International. В разрезе нашего сегодняшнего урока мы будем использовать американскую систему, поэтому выбираем English. Нажимаем Confirm. И через несколько секунд мы получаем ссылку на 64-битный образ нашей виртуальной машины. Нажимаем его, скачиваем, и после этого у нас появляется возможность добавить его в такой менеджер оптических дисков и дисковых профилей. Итак, мы успешно его добавили, вот он у нас есть. И нажимаем, соответственно, на кнопку Choose. После этого нажимаем на кнопку Start, и у нас начнется загрузка нашего виртуального компьютера. Нажимаем Start. И теперь довольно важный пункт будет. Вот смотрите, у нас сейчас с вами пошла загрузка, но не выставлен EFI. Да? То есть в моем случае система показала, что использование EFI не будет для нее, не будет, по ее мнению, скажем, правильным в данном случае. Но все же я вам покажу, как используется EFI, поэтому мы ставим галочку EFI и Hardware Clock.
Поставили, нажимаем еще раз старт. И вот здесь момент, обратите внимание, press any key to boot from CD. Это важно. Этот момент довольно важен, потому что иначе вы попадете вот в такой вот интересный маппинг в таблицу, да, и дальше вы ничего, соответственно, самостоятельно пока не сделаете. В данной таблице мы еще с вами поработаем, но немного позже. Поэтому просто хочу обратить ваше внимание, что когда вы используете UEFI, вам необходимо при старте виртуальной машины, перед ее установкой, нажать на любую клавишу для того, чтобы эта установка началась. Нажимаем Reset, нажимаем любую клавишу, и сейчас у нас происходит процедура загрузки установщика операционной системы с образа диска, который мы, соответственно, сюда подключили. Занимает это совершенно немного времени. Итак, вот мы видим уже окно установки. Я сейчас использую небольшое масштабирование для того, чтобы вам было видно. Итак, оставляем все параметры по умолчанию. English United States. Нажимаем Next, Install. Ожидаем. У нас нет ключа продукта. Версия. Все зависит от того, с какими системами вы работаете. В некоторых случаях, например, в случае с букмекерскими конторами, я рекомендую использовать версию Home. Да? В случае работы, например, с какими-то системами, например, такими гигантами, как Amazon, Google, PayPal, я рекомендую использовать версию Pro. В данном случае мы, соответственно, будем использовать версию Pro. На всякий случай скажу, есть версия Pro, есть версия Pro N. Версия Windows с индексом N означает вырезанные мультимедийные возможности. Мы же их оставим, поэтому нажимаем Next. Соглашаемся с лицензионным соглашением. Вот наш виртуальный жесткий диск. И при нажатии на кнопку Next у нас произойдет сейчас установка нашей виртуальной машины. Приступаем к этому. И есть здесь один момент. Пока у нас будет идти установка, давайте засечем сейчас время. Пока у нас будет идти установка, мне хотелось бы осветить еще один момент. В некоторых своих гайдах до этого я показывал установку с включенным интернетом и с отключенным интернетом. В чем, собственно говоря, разница? Да? Почему в некоторых случаях интернет в виртуальной машине, когда она у нас устанавливается, нужно отключать, в некоторых случаях нам его отключать нет нужды. Все дело в том, что сама операционная система Windows, она сразу же после установки, на моменте создания личности, она перейдет в режим, что называется, вредоносного программного обеспечения. И она, грубо говоря, после установки захочет отправить информацию на сервера Microsoft, грубо говоря, «Привет, я здесь». Да? То есть будет действовать как самый обычный вредонос. Да? Такой небольшой ботнет от Microsoft. Шучу. Огромный, конечно, ботнет от Microsoft. Вот. Поэтому наша задача, у нас две задачи. Первая задача – это скрыть нашу геолокацию, скрыть наш IP-адрес. И вторая задача – это скрыть идентификаторы, которыми будет обмениваться наша виртуальная машина и сервера Microsoft. В данном случае, опять же, эта система и эта настройка носит ситуационный характер и зависит от того, против каких антифрод-систем вы работаете. Если вы работаете с какой-нибудь мелочью, вы можете совершенно спокойно устанавливать операционную систему с интернетом и так далее. Если вы собираетесь работать с крупными интернет-провайдерами, вы тоже можете, в принципе, использовать интернет, да, то есть можете устанавливать машину с интернетом. Но не забывайте в таком случае про проксификацию. Про проксификацию вашей виртуальной машины уже на моменте ее установки. Проксификация нашей виртуальной машины. Мы пока свернем нашу установку. Кстати, вот фактически до момента завершения я сейчас засек на секундомере. Сейчас давайте дождемся немного. На данный момент вот 2 минуты 12 секунд, 2 минуты 15 секунд. Сколько времени пойдет до рестарта? Вся установка в моем случае заняла 2 минуты 18 секунд. Итак, давайте свернем пока нашу виртуальную машину и перейдем к важному пункту, это пункт проксификации, то есть пункт изменения нашего IP-адреса. Он хранит огромное количество секретов,
и огромное количество проблем, с которыми сталкиваются пользователи. Я вижу сообщения в чатах, я вижу сообщения, которые люди пишут, например, саппортом они мне передают и так далее. Это очень важно, поэтому пункт проксификации вы должны знать на зубок. Иначе проблемы, потерянное время и потерянные ресурсы у вас неминуемы. В данном случае я буду использовать программное обеспечение Proxifier. Вот мы видим его на ваших экранах. В данном случае используется версия Proxifier 4.0.5. Да, то есть последняя на момент записи данного видеоролика. В Proxifier переходим на вкладку Profile. И для тех, кто не знает, да, для тех, кто никогда не работал с Proxifier, и нам необходимо первое, что сделать, это выставить какой-нибудь прокси-сервер. Вот давайте сейчас добавим сюда какой-нибудь проксик. Я в качестве примера я воспользуюсь сервисом LuxSox. Да, вы можете выбирать себе, в принципе, любой сервис, который вы хотите. Кстати, по поводу выбора сервиса, я рекомендую вам обратиться к одному из вебинаров, который я записывал по проверке частоты IP-адреса. Это очень важно. Мы проверяли, как раз сравнивали сервис LuxSox 9.1.1, VIP72 и еще несколько тоже довольно известных прокси-сервисов. Поэтому мы сейчас в качестве теста чисто возьмем любой IP-адрес и не будем привязываться, пока не будем даже его проверять. Просто сделаем тест. Да? Вот я сейчас перейду в какой-нибудь, пусть это будет какой-нибудь большой штат, вот SC. Не знаю, что это у них. Саут Каролина, наверное, Северная Каролина. Южная Каролина. Итак, выберу какой-нибудь проксик пошустрее. Да, вот у нас есть тут проксики выделены красным. Нам плевать. Выберем самый быстрый и самый дешевый проксик. Итак, вот он у нас есть. Соответственно, копируем его данные. Переходим в Proxifier, нажимаем «Добавить». Вставляем их сюда. Протокол выбираем SOX5. Нажимаем, кстати, еще один момент. Вот здесь мы можем увидеть кнопочку «Check». Да? Пользователи очень часто хотят проверить свой IP-адрес с помощью этой замечательной функции. Так вот, дорогие мои друзья, если вы хотите проверять IP-адрес с помощью этой кнопочки «Check», вам лучше прописать данные для этого чека в каком-нибудь другом месте. Потому что в данном случае, когда мы с вами нажимаем кнопочку «Чек», мы подключаемся к Google, да? И кто знает, может быть чисто такая теоретическая вероятность, что сразу же по характерному пакету Google видит, что данный IP-адрес проверяется с помощью программного обеспечения Proxy-Checker. Поэтому, если вы хотите проверять ваш IP-адрес с помощью чекера, да, заходим на вкладку Test Settings и выбираем какой-нибудь другой веб-ресурс. Благо, найти их в интернете можно огромное количество, но никогда, слышите меня, никогда не используйте Google, потому что потом вы будете удивляться, почему же Google банит ваши аккаунты, почему он вам, например, те же самые аккаунты не дает создавать без SMS. Поэтому либо не используем функцию, либо используем другой сервачок. В нашем случае мы с вами сейчас будем рассматривать непосредственно проксификацию, поэтому мы можем пока такой результат оставить. Мы сейчас регистрировать ничего не будем. Итак, нажимаем ОК. И теперь, после того, как мы выставили наш проксик, да, добавили проксик, Proxifier предлагает нам этот проксик поставить по умолчанию. Мы его ставить по умолчанию не будем. Если мы нажмем на кнопочку Yes, да, и поставим его по умолчанию, это значит, что вся наша хостовая система, все соединения будут идти через этот проксик. А оно нам, в принципе, не надо. Поэтому мы нажимаем No. Затем нажимаем ОК, и теперь Proxifier спрашивает, может быть, нам все-таки необходимо составить какое-нибудь правило проксификации. Но в данном случае мы с ним согласимся и нажмем на кнопочку Yes. Затем нам необходимо создать правила проксификации для конкретно антидетекта. Для этого нажимаем на кнопочку «Добавить», пишем, соответственно, например, имя, в данном случае пусть это будет антик, да, антик 3, к примеру. И теперь нам необходимо выбрать, какое программное обеспечение мы будем проксифицировать.
Нажимаем на кнопочку Browse. И вот открывается у нас, соответственно, папка с антидетектом. Да? В данном случае мы используем несколько приложений. Несколько приложений добавляем в это правило. Добавляем приложение VirtualBox Exe. Добавляем приложение VirtualBox VM. Добавляем приложение VirtualBox VBox SVC. Добавляем приложение VBox SDS. Добавляем приложение VBox SDL. Добавляем приложение VBox NetNut. Добавляем приложение VBox NetDHCP. И не добавляем приложение VBox Headless. Итак, вот мы выставили такой набор. У нас по умолчанию будет использоваться только программное обеспечение VirtualBox Exe. Только оно будет выходить в интернет. Да? Остальные утилиты имеют сетевое соединение ситуационно. Поэтому для того, чтобы, скажем так, закрыть все возможности утечек, добавляем, лишним не будет. Далее, Target Hosts не выставляем ничего, Target Ports ничего не выставляем. И Action, соответственно, выбираем проксик, да, SOX 5, вот, который мы выставили на шаге ранее. Нажимаем ОК. ОК. И теперь наш проксификатор начнет работу. Теперь он должен подхватить сетевое соединение из нашего антидетекта. Давайте теперь перейдем в антидетект и посмотрим, что же все-таки там сейчас происходит. Итак, антидетект, точнее операционная система Windows, предлагает нам выбрать страну, в которой мы находимся. Мы выбираем United States. Нажимаем «Далее», «Далее». Хотим ли мы добавить какую-нибудь клавиатуру? Нажимаем «Skip». И сейчас, вот вы видите, пошли сетевые соединения к серверам Microsoft. Что он хочет, мы не знаем, потому что порт 443 в данном случае использует зашифрованное сетевое соединение, поэтому какой информацией обменивается сейчас наша виртуальная машина с серверами Microsoft, мы не знаем. Но вот он нам сообщает, что у него есть какие-то очень важные вещи, которые он сейчас должен сделать. Ну, собственно говоря, пусть делает. Обратите, кстати, внимание еще. Такой интересный момент. Какое приложение сейчас выходит в сеть? VirtualBox VM.exe. На предыдущих версиях антидетекта у нас в сеть выходило приложение VirtualBox Exe. Поэтому не забываем, в качестве проксификации мы видели, что лучше добавить все приложения. Сейчас происходит проверка на предмет апдейта. Да, происходит проверка, смотрите, какое большое количество сейчас у нас сетевых соединений, и не только к серверам Microsoft. Да, то есть мы, например, можем здесь найти уже DigiCert, например, уже был проверен наш апдейт, уже было соединение к аккаунтам Live.com, да, для того, чтобы произвести логин сразу же онлайн в нашей виртуальной операционной системе. Итак, как мы хотим использовать нашу операционную систему? Мы выбираем, соответственно, использовать ее для себя, for personal use. Нажимаем «Далее». Теперь нас просят ввести наш аккаунт. Скажу так, что по неофициальной статистике в США более 90% пользователей операционной системы Windows 10 имеют онлайн-логин. Да, то есть, в принципе, в некоторых случаях это может служить таким небольшим фрауд-паттерном, да, который позволит вычислить пользователя, например, из другой страны, потому что у нормального американца всегда есть свой онлайн-аккаунт. Поэтому, если вы хотите заморочиться и выглядеть прям как стопроцентный американец, это, кстати, очень важно для тех, кто работает непосредственно в виртуальной машине с сервисами Microsoft и с антифрод-системой CyberSource, то есть у вас возможность нажать здесь на кнопочку Create Account. И вот мы, собственно говоря, начинаем сейчас переходить на live.com. И у нас появляется возможность создать наш аккаунт. Вот, мы его сейчас в качестве теста создавать не будем. Мы сейчас с вами должны рассмотреть проксификацию, поэтому к созданию этого аккаунта мы перейдем с вами немного позже. Пока мы можем выбрать офлайн аккаунт. И вот вы видите в левом нижнем углу соответствующую кнопку. Нажимаем офлайн аккаунт, ожидаем немного.
Windows все равно предлагает нам, может быть, все-таки ты хочешь зайти в онлайн и так далее. Мы выбираем Limited Experience. Вводим имя, пусть это будет user, нажимаем Next. Пароль нам не нужен, нажимаем Next. Итак, интересное меню приватности, которое позволит нам якобы защитить свою приватность от Microsoft Windows. Да? На самом деле ничего из этого никак на нашу приватность не влияет фактически. Единственное, что я рекомендовал бы отключить Advertising ID. Для тех, кого возбуждает индекс ID, да, сокращение ID точнее, я вам сразу скажу, что Advertising ID в данном случае будет использоваться для рекламы, будет использоваться для сбора информации о нас, о наших предпочтениях. Вот. Но этот Advertising ID, он меняется элементарно просто. Нужно его просто в настройках, можно в обычных настройках Windows его включить, выключить, выключить и включить, и он уже изменился. Да? Поэтому можете не заморачиваться этим. Inking and Typing пункт, он у нас отвечает, соответственно, за рукописный ввод. Отключение его позволит вам немного, совершенно чуть-чуть сэкономить ресурсы вашего компьютера. Find My Device абсолютно ненужный пункт, который является как бы возможностью найти ваше устройство, например, с телефона. Да? Пункт Location. Никогда, ни в коем случае не отключаем геолокацию, потому что полностью вы ее этим пунктом все равно не отключите, а вот создать проблемы в доступе приложений к вашей геолокации вы действительно сможете. Геолокацию нужно не отключать, геолокацию нужно подменять. Дальше, диагностик дата – это самая пресловутая телеметрия. Вот, то, что вы ее поставите, например, сейчас якобы отключите, это будет не отключение, а вы просто будете собирать так называемую базовую телеметрию. Разницы для нас абсолютно никакой нет, включена у нас телеметрия или отключена, мы полностью все значения телеметрии подменяем, поэтому можем ее оставить как есть. Пункт Tailored Experience позволяет нам, опять же, персонализировать нас. Он является как бы аналогом пункта Advertising ID. Поэтому его можно оставить, можно выключить. В принципе, он не несет для нас большой угрозы. И здесь поступайте, как вам будет лучше. Если вы хотите для большей надежности, лучше его отключить. Соответственно, из пункта Privacy мы оставляем только Location. Давайте и Diagnostic Data отключим. Нам без разницы на него. То есть оставляем пункт Location. По факту важным пунктом является только Advertising ID. Так что действуйте, как вам захочется. Можете так, можете по-другому. Нажимаем Accept. Ожидаем. Вот опять пошли соединения, как вы видите. Не хотим мы включать Cortana, потому что Cortana будет службой постоянно висеть и пытаться, соответственно, распознать наш голос, хотя мы не будем ей ничего говорить. Итак, ожидаем сейчас в течение нескольких минут, как нам сообщают, да, в реальности может быть минута, может быть меньше минуты, Microsoft Windows потратит на то, чтобы завершить процесс настройки нашей личности. Поэтому ожидаем. Итак, наша операционная система успешно завершила настройку, да, и давайте теперь вернемся к нашей прекрасной проксификации, с которой мы с вами должны познакомиться сейчас. Давайте в первую очередь откроем сейчас Edge и посмотрим на то, какой у нас IP-адрес. Давайте Complete Setup, Without Sign-in. Воспользуемся одним из самых ранее популярных веб-ресурсов, Whoever, да? Ожидаем и смотрим на наш IP-шник. Отлично, вот мы, собственно говоря, используем
наш IP-шник США. Да, кстати, для тех, кто скажет, что данный IP-адрес не соответствует тому IP-адресу, который мы выставили в прокси, я вам скажу, что здесь используется прокси Backconnect. То есть в данном случае вот этот IP-адрес 173.244.200.158 это является серверный IP-адрес, к которому мы обращаемся для того, чтобы инициировать подключение. А реальный IP-адрес у нас, вот видите, немного другой. Итак, вот мы видим наш IP-адрес. Классно, классно, супер. Можно, в принципе, считать нашу задачу по проксификации выполненной, правильно? Давайте еще, наверное, посмотрим, как у нас с геолокацией. Где мы сейчас находимся. Для этого воспользуемся сервисом Maps. Вот, хотим ли мы дать возможность сервису Maps получать информацию о нашей локации. Нажмем Yes. Где же мы сейчас находимся? Великолепно, супер. То есть мы сейчас находимся где-то в глубинах США. Вот где мы находимся сейчас. Мы находимся чуть выше Нью-Йорка. Шикарно, классно. Я, конечно, не знаю, не силен в географии США, тот ли это штат, который мы выбирали, в принципе. Но, как мы видим, результат оправдывает себя. И благодаря внешней проксификации у нас появилась возможность подменять геолокацию. И у нас появилась возможность грамотно подменять IP-адрес. В принципе, на этом можно было бы закончить наше путешествие, если бы не одно «но». И что это за «но», я вам сейчас покажу. Дело в том, что есть большое количество сетевых протоколов, которые используются при взаимодействии с сетью интернет. Есть популярные протоколы, есть непопулярные протоколы, есть протоколы, которые являются фактически самописными, грубо говоря. И в этом нет ничего сложного. Поэтому давайте мы сейчас проверим, так ли все у нас хорошо с нашим IP-адресом. Откроем сейчас командную строку. Переходим в CMD и пишем, например, tracert, пусть это будет google.com, и нажимаем Enter. Подождем сейчас результатов. Что это такое? Что мы выполняем сейчас? Есть такое понятие, называется оно трассировка. С помощью трассировки есть возможность посмотреть, через какие узлы идет наш трафик. Итак, мы видим в данном случае. Первый узел 192.168.2.2. Это IP-адрес моего домашнего роутера, с которым я сейчас пользуюсь и где я сейчас записываю данное видео. Следующее – это модель моего роутера. В данном случае используется AirCube. Далее мы видим провайдера Trialan.net и вот такой вот IP-адрес. Давайте мы с вами этот IP-адрес сейчас скопируем и перейдем, например, на довольно известный сайт 2ip.ru. Вот, даже сайт 2ip.ru показывает, что у нас IP-адрес США. Все классно, все супер. Но так ли это? Берем информацию об IP-адресе или домене. Вставляем IP-адрес, который мы нашли в трассировке. Нажимаем «Проверить». И мы видим Харьков, Украина. На шаге номер 3. То есть на шаге номер 1 мы узнали IP-адрес нашего роутера, на шаге номер 2 мы узнали модель нашего роутера, на шаге номер 3 мы узнали страну и город, в котором находимся в данный момент. И точно такую же проверку может выполнить абсолютно любое программное обеспечение, находящееся на вашем компьютере внутри вашей виртуальной машины. Почему же так происходит, спросите вы? Дело в том, что Proxifier в данном случае он использует проксификацию только по протоколу TCP. В то время как трассировка внутри виртуальной машины, вообще трассировка, использует протокол ICMP, который просто не попадает под проксификацию. Таким образом, в нашей виртуальной машине есть как минимум одна утечка. На самом деле, произвести такого рода проверку реального IP-адреса и реального местоположения можно
бесчисленным количеством вариантов. Да? То есть мы можем использовать и другие протоколы для того, чтобы понять, где мы находимся, для того, чтобы, например, приложение какое-то поняло и проверило, где, собственно говоря, мы находимся. В этом случае есть несколько различных вариантов, как это пофиксить. Да? И это очень важно. Вариант первый, самый простой. Вот, например, вы работаете по США. К примеру, создайте свой персональный VPN на любом сервере в США, да, или, например, вот у меня вот здесь штат, например, какой там, по-моему, Южная Каролина, да, соответственно, возьмите, подберите сервер в Южной Каролине, стоит сервера в США можно найти от $1 в месяц, всего-навсего. И давайте проверим сейчас, что произойдет с той же самой трассировкой, когда мы будем использовать, например, VPN на нашей хостовой машине. Сейчас я подключаю VPN на хостовой машине. И через некоторое время, после того, как он будет подключен, мы с вами проведем трассировку еще раз. Итак, VPN успешно подключен. Выполняем ту же самую команду. Как вы видите, уже начиная с шага номер 2 у нас пошли отличия. IP-адрес 10.11.0.1 в данном случае является IP-адресом внутреннего туннеля. И первый публичный IP-адрес, который мы имеем, 128.226.132.254. Давайте мы его скопируем и сейчас посмотрим, что нам на это скажет сайт 2ip.ru. Нажимаем проверить, и мы видим DigitalOcean, да, то есть мой провайдер, как я и говорил, мой провайдер находится в данном случае в Нидерландах, и, соответственно, благодаря использованию VPN, был бы у меня, например, VPN США, здесь был, соответственно, IP-адрес США. Благодаря использованию VPN, в моем случае есть возможность скрыть использование скрыть факт того, что я использую украинского интернет-провайдера, скрыть свой город, скрыть свою страну. И если бы, повторюсь, у меня был VPN в США, то в данном случае я бы полностью соответствовал жителю США. И любое программное обеспечение, которое использовало бы такой простой метод геолокации пользователя, оно бы видело, что я нахожусь непосредственно в США. Видело бы моего провайдера, может быть, Verizon, может быть, еще какого-нибудь, да. Вот. Но такой метод, он является действительно важным для нашей дальнейшей работы, поскольку антифрод-системы не стоят на месте. Может быть, через некоторое время это начнут производить такого рода проверку, начнут производить браузеры, может быть, это начнет производить уже непосредственно сама операционная система Windows, может быть, она уже это делает, кто знает, да. Есть возможность, конечно же, просмотреть сетевую активность, но утомлять вас огромным количеством информации я не хочу. Поэтому просто запомните по поводу того, что если вы хотите полностью подменить свою геолокацию, да, вам необходимо обязательно использовать VPN. В качестве альтернативы использования VPN есть другой вариант, с которым я вас тоже познакомлю. Но он не настолько хорош. Открываем панель управления, система безопасности, Windows Defender Firewall, дополнительные параметры. И вот мы с вами находимся сейчас в Firewall. Можем прописать теперь правила Firewall, например, для исходящих соединений. Соответственно, нажимаем новое правило, выбираем правило Custom. Выбираем, соответственно, путь к программе, да. Пусть это будет VirtualBox VM. Далее. И здесь на данном этапе мы можем заблокировать отдельно каждый из протоколов, кроме, соответственно, протокола TCP. В таком случае, например, если мы заблокируем ICMP v4, то выполнить ту же самую трассировку будет нельзя. Однако в данном случае есть один еще подводный камень. Подводный камень заключается в том, что есть приложения, которые используют свои протоколы. И эти протоколы отсутствуют просто в списке Windows Firewall. Поэтому вариант с VPN, он надежнее, но вариант с
например, настройкой фаервола вручную, он экономичнее, да, то есть вам не придется платить дополнительные 1 или 2 доллара в месяц за свой VPN. Предвосхищая ваш вопрос, хотел бы ответить на него. Есть ли необходимость использовать отдельно VPN для каждой виртуальной машины в отдельности? Нет, такой необходимости нет, поскольку с помощью VPN мы просто изменяем нашу страну. Да, то есть, и это является нашей основной задачей, непосредственно именно изменение страны, а никак не изменение IP-адреса самой виртуальной машины. Еще хотел бы я дать вам совет на будущее. Для того, чтобы ваш VPN был просто идеальным, да, измените стандартные IP-адреса внутренних туннелей. И будет вам счастье. Тогда уже действительно по той же самой трассировке, например, будет все выглядеть идеально. Есть, конечно, методики, которые позволяют определить теоретическое использование VPN в данном случае, но я еще не встречал на практике ни одну систему, которая бы их успешно применяла. Я имею в виду Deep Packet Inspection. Да? Есть, конечно, например, антифрод-системы, которые пытаются определить использование VPN путем определения разницы в размере пакета и так далее, но, скажем так, четких хороших результатов на практике я не видел. Если у вас такие системы есть, если у вас есть информация по этому поводу, буду рад, если вы поделитесь ей в комментариях. Благодаря совместному труду мы сможем прийти к чему-то интересному. Итак, продолжаем. Мы с вами сейчас закончили, поняли, что уже, да, нам для нашей грамотной работы необходимо использовать VPN, либо же блокировать все дополнительные подключения в Windows Firewall. Но один очень важный момент, который не дает пользователям спокойно спать. Давайте перейдем сейчас на сайт BrowserLeaks. Переходим IP-адрес, закрываем рекламу. И вот, соответственно, мы здесь видим, мы сейчас обращаем внимание на DNS, да? Вот у нас проблема с DNS есть. Проблема с DNS в данном случае заключается в том, что мы используем IP-адрес США, а здесь у нас используется IP-адрес, соответственно, Великобритании. Прошу прощения, Нидерландов, который подтянулся у нас от нашего VPN. Как с этим поступить? Есть вариант простой, который не используют некоторые пользователи. Они переходят на вкладку Profile, Name Resolution и далее убирают галочку Detect DNS Settings Automatically и ставят галочку Resolve Hostname Through Proxy. В принципе, это должно сработать, да, то есть теперь все запросы, все DNS-запросы должны идти через прокси. И так поступает довольно большое количество людей. Но давайте посмотрим, приведет это к какому-то результату у нас или нет. Нажимаем ОК, переходим сюда и обновляем нашу страницу. Теперь DNS у нас не грузится и грузиться не будет. А если мы попытаемся перейти на какой-нибудь веб-ресурс, пусть это будет, например, Яндекс.ру, да? Соединение у нас, увы, упало. В то же время, давайте проверим, может быть у нас упал интернет, пинг 8888. Как вы видите, с пингом у нас все хорошо, то есть интернет у нас есть, но, увы, сайты не грузятся. Почему? Потому что у нас наблюдается проблема с DNS-сервером. Почему у нас наблюдается проблема с DNS-сервером? Дело в том, что функция, которая используется в Proxify, Detect DNS Resolve Hostname Through Proxy, она не работает с типом сети NAT, да, который используется нашей виртуальной машиной. Поэтому, если бы вы запустили Proxify внутри виртуальной машины, она бы работала. И действительно браузер показывал бы вам, что вот DNS данного проксика. Но когда мы используем не внутреннее, а внешнее проксирование и проксифицируем всю виртуальную машину, в таком случае, увы, в Proxify данный функционал не работает. И, соответственно, нам необходимо каким-либо образом сейчас, да, понять, как нам выставить себе грамотный и хороший DNS. Для этого мы воспользуемся с вами одним интересным сервисом, который я создал. Данный сервис называется Detect Expert.
Данный сервис доступен на данный момент только пользователям Patreon. Вы можете найти, в принципе, альтернативы той информации, которую я сейчас дам, но я покажу именно на примере этого. Почему я сделал этот сервис доступным только для пользователей Patreon? Дело в том, что за каждую проверку, за каждое обращение, например, к проверке IP-адреса, почты, телефона, DNS или, не дай бог, того же самого Big Brother, за каждую проверку я плачу деньги. Вот. И есть люди из стран не столь отдаленных в Азии, которые проверяют не десятками в день и даже не сотнями, а просто тысячами. И, соответственно, из поддержания такого сервиса, выйдет в хорошие 10-15 тысяч долларов в месяц, а при его развитии, достигнет вообще фактически астрономических сумм. Поэтому я сделал этот сервис немного таким премиальным и ограничил его только для пользователей Patreon. Так что, если у вас есть подписка на сервис Patreon, вам данная информация будет как бальзам на душу. Итак, переходим. У нас здесь есть такой сервис, который называется проверка DNS. Сейчас мы с ним познакомимся. Итак, перейдя на сайт Detect Expert в раздел DNS, мы видим всего-навсего одно простое поле. В это поле нам необходимо ввести IP-адрес. Какой же IP-адрес мы будем сюда в это поле вводить? Соответственно, если мы понимаем, что у нас есть наш проксик, да, и есть его внешний IP-адрес, то нам необходимо ввести именно непосредственно этот внешний IP-адрес. Давайте обновим страницу, проверим, заработал ли у нас DNS. Нет, DNS у нас не заработал. Давайте мы его сейчас с вами включим. Ставим опять автоматом. Окей. Сворачиваем. Увы, некоторое время ему нужно, чтобы прийти в себя. Пока тогда воспользуемся. Так, один момент. Сделаем следующим образом. Отключим наш сетевой кабель и подключим его еще раз. Есть. Все заработало, да? Поэтому мы сейчас возьмем вот этот IP-адрес и, соответственно, введем его в соответствующую строку на сайте Detect Expert. Что сделает данный сервис? После того, как мы нажмем чек, произойдет проверка и поиск DNS серверов, которые могут работать с данным IP-адресом. Давайте подождем немного. Количество серверов может быть очень большим, то есть мы можем найти 10 тысяч серверов, которые могут работать с этим IP-адресом, и 20 тысяч. Вот мы видим, в принципе, их, да? Мы видим, соответственно, IP-адрес сервера, мы видим интернет-провайдера, мы видим страну, штат и город. Мы также можем, если нам необходимо, например, мы можем отсортировать, соответственно, наши DNS, например, по штату, либо по городу. Для этого необходимо просто нажать, например, вот регион NY, да, то есть Нью-Йорк. Нажимаем на NY, и теперь происходит сортировка всех DNS-серверов, которые могут работать с данным IP-адресом по штату Нью-Йорк. Посмотрим сейчас на результат. Вот, видите, у нас все теперь сервера, все находится из Нью-Йорка. Давайте попробуем сейчас что-нибудь сделать с обычным DNS-ником. Вот выбрали мы какой-нибудь DNS такой, и попробуем его сейчас внести в нашу виртуальную машину. Так, я его сейчас вот так расположу. Куда нам внести наш DNS? Открываем сети, сетевые технологии, изменение параметров адаптера. Вот оно, наше сетевое соединение. Открываем интернет-протокол версии 4 и указываем, соответственно, какой DNS. 98, 116, 114, 203. Нажимаем ОК. ОК. Перезагрузим наше сетевое соединение. Есть вариант сделать через командную строку, но
так просто нагляднее и проще. Итак, вот мы перезагрузили наше сетевое соединение. Давайте проверим, работает ли наш вообще DNS-сервер или нет. Так, соединение есть. Окей. Давайте проверим теперь здесь, на браузер Lixi. Что он нам покажет? Есть. Великолепно. Он показывает нам Google. Да, мы видим, то есть у нас есть теперь и Нидерланды, есть и, соответственно, United States. Почему так происходит? Дело в том, что большое количество серверов, например, в США, да, в принципе, по всему миру, но в США в особенности, они используют проброс DNS-запроса от себя к Google. И, соответственно, вы можете ввести вот IP-адрес, который принадлежит в данном случае провайдеру Verizon, да, а запрос его будет ретранслирован уже непосредственно на сервера Google. В данном случае я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Я могу сказать, что все зависит, опять же, ситуационно от того, с какими сервисами вы работаете. Но я вам покажу одну небольшую хитрость, с помощью которой вы сможете определить, какие из вот этих вот DNS-серверов вам подходят, а какие нет. Давайте мы сейчас с вами вот здесь вот в виртуальной машине познакомимся с таким параметром, который называется гостевые дополнения. Переходим на вкладку Devices, и у нас здесь есть Insert Guest Addition CDMH. Нажимаем на это. Переходим в мой компьютер, и вот у нас есть такой вот диск. На этом диске всего две папки. Папка Drivers и папка Tools. А для тех, кто работал с антидетектом ранее, это не является чем-то новым. В папке Tools, соответственно, небольшие инструменты, которые могут использоваться в нашей работе. В папке Drivers, соответственно, драйвера. Вот, например, мы переходим в NVIDIA и видим здесь определенный набор из утилит. У нас есть драйвера в данном случае для систем 32-разрядных, то есть x86. Это для тех, кто не имеет виртуализации на своих стационарных компьютерах, я решил добавить такой пакет драйверов. Для всех остальных пользователей можно запускать либо драйвера AMD64, либо просто Antidetect Windows Additions. Что это такое? Кстати, прошу обратить внимание, что все подписано компанией Vector T13 Technologies. Это определенный дополнительный знак качества и знак того, что вы можете этим драйверам доверять. Так вот, эти гостевые дополнения перекочевали к нам, как вы понимаете, из VirtualBox. В VirtualBox гостевые дополнения отвечают за общий буфер обмена, за режим drag and drop, за общую папку, за расширенную систему графического ускорения. Вот приведу пример. Вот смотрите, сейчас у нас параметры дисплея. Вот мы не можем выставить разрешение больше, да? Устанавливаем наши гостевые дополнения. Все драйвера подписаны не только компанией Vector T13 Technologies, но также и компанией Microsoft. Поэтому вам нет необходимости включать тестовый режим, как это было необходимо делать ранее. Нажимаем сейчас Reboot. И перезагружаем нашу виртуальную машину. Перезагрузка не занимает много времени. Может быть, минуту максимум. Итак, вот грузится наша учетная запись. Давайте в первую очередь с вами изменим разрешение экрана, для того, чтобы нам работать было приятнее. Изменить его мы не можем. По какой причине мы не можем его изменить? Давайте посмотрим сейчас в наших девайсах. Вот, видите, у нас выставлен девайс Radeon HD 6300. Почему он у нас выставлен? Давайте разбираться, давайте посмотрим в настройки нашей виртуальной машины. Мы же вроде выставляли NVIDIA, или я ошибся? Нет. Видите, у нас установлен Radeon все-таки. Так, в таком случае мы делаем следующее. Мы поставили драйвера уже от NVIDIA. В таком случае мы возьмем сейчас с вами, выключим нашу виртуальную машину. Видите, пока у нас виртуальная машина включена, мы не можем, увы, изменить видеокарту. Нажимаем Reload. И вот теперь у нас после выключенной машины появилась возможность изменять видеокарту. Выбираем, соответственно, NVIDIA. И, как я и говорил, NVIDIA 1080.
Нажимаем ОК. Загружаем нашу виртуальную машину. Пусть для некоторых из вас это выглядит довольно сложным, уверяю вас, проделав это несколько раз, у вас не составит никакого труда и не будет составлять никаких трудностей манипулировать с параметрами вашего виртуального железа. Но зато мы так в мини-режиме увидели смену видеокарты. Итак, переходим сейчас опять в Display Settings. И вот вы видите, у нас есть возможность теперь выставить любое разрешение экрана, которое мы захотим. По поводу разрешения экрана, останавливаемся на этом. В некоторых случаях у вас не будет возможности выставить максимальное разрешение экрана, которое поддерживает ваш монитор. Объясню почему. Вот смотрите. Переходим на основную нашу машинку. Переходим в Display Settings, да? Вот сейчас разрешение моего экрана 3840 на 2160. Рекомендуемое. Но если я поставлю это разрешение экрана, да, и не поставлю масштабирование, все на экране будет очень мелко. Поэтому я, поверьте моему опыту, я очень много раз встречал людей, которые используют 4К мониторы, например, да, у которых вот это разрешение должно быть. Но для того, чтобы у них было изображение чуть больше, они понижают свой 4К монитор, например, до обычного Full HD. И, соответственно, у них масштаб якобы больше становится. О, классно, да? Вот, конечно, это маразм, это полный маразм. И если вдруг у вас такой маразм имеет место быть, обратитесь к масштабированию операционной системы Windows. Именно поэтому у вас не всегда есть возможность выставить максимально доступное разрешение экрана. Но в данном случае я сделаю разрешение экрана такое, которое будет нам удобно для просмотра в текущем видео. Не забываем о том, что у нас выставлено масштабирование. Так, сейчас еще немного поправим. Нет, это, наверное, слишком много. Тоже многовато. Ну, по всей видимости, вот это разрешение экрана у нас является оптимальным на данный момент. Ну, вот даже может быть так. Сделаем немного больше масштаб, чтобы было приятно это все лицезреть. Итак, на данный момент у нас установлены с вами гостевые дополнения. Зачем мы их поставили? Для того, чтобы сделать экран лучше. Но также мы поставили их для того, чтобы у нас была возможность использовать тот же самый двунаправленный буфер обмена. Давайте мы с вами сейчас создадим какой-нибудь здесь текстовый файл и пропишем в него, без разницы, билиберду какую-нибудь. Да? Вот мы прописали эту билиберду. Давайте создадим на нашей хостовой машине текстовый файл. И в этом текстовом файле мы его откроем с помощью блокнота и тоже пропишем какую-нибудь билиберду, но уже другую. Что-нибудь такого плана. Копируем данную билиберду и пытаемся вставить ее в нашу виртуальную машину. Но у нас ничего не получается. А знаете, почему у нас не получается? Потому что для того, чтобы у нас работал двунаправленный буфер обмена, нам необходимо перейти на вкладку Devices, далее Shared Clipboard и поставить ему режим Bidirectional. В режиме Bidirectional информация будет переноситься как с виртуальной машины на хостовую, так и с хостовой машины на виртуальную. Давайте проверим. Копируем билиберду из виртуальной машины на нашу хостовую машину. Работает? Работает. Копируем билиберду из хостовой машины на нашу виртуальную машину. Работает? Работает. Далее. Если вы захотите скопировать, например, текстовый файл, то у вас ничего не получится. Двунаправленный буфер обмена работает только для текстовой информации, но никак для файлов. Если вы захотите переместить файл, есть возможность использовать это вместе с режимом Drag and Drop. Однако, предупреждаю сразу, режим Drag and Drop довольно претензионен, и он претензионен к вашей хостовой машине. Поэтому в некоторых случаях у вас могут наблюдаться проблемы. Давайте попробуем сейчас это сделать.
Вот мы включили режим Drag and Drop Bidirectional. И попробуем перенести файл текстовый документ вот на мою хостовую машину. Вот как мы видим, он предлагает нам перенести, соответственно, данный файл. Вот, пожалуйста, у нас этот текстовый документ. Давайте его откроем сейчас с помощью блокнота. Да, то есть вот он, наш документ, и откроем его на хостовой машине, то есть на виртуальной машине. То есть они полностью совпадают, да? Давайте теперь мы закроем этот документ и попробуем произвести обратную манипуляцию, только, например, назовем его так, хост. Прошу прощения, куда-то он пропал. Создадим текстовый документ host 2. Так, один момент. Он у меня автоматически выровнялся. Итак, выбираем документ host 3 и попробуем его сейчас захватить и перенести его внутрь виртуальной машины. Вот, соответственно, у нас документ host 3. Да? То есть, таким образом вы можете перетаскивать небольшие файлы. Если вы захотите перетащить большие, ну, не рекомендую этого делать. Для больших файлов все-таки у нас есть хваленая наша общая папка. Давайте перейдем к ней. Итак, видим, папки никакой нету. Переходим на вкладку Devices, Shared Folders и заходим в настройки Shared Folders. Нажимаем на плюсик. Далее выбираем нашу папку, где она будет, выбираем нашу хостовую папку. В данном случае у меня по умолчанию здесь выставлена папка VirtualBox, да? Ну давайте выберем, например, вот Extension Pack. Выбрали мы такую папку. Ставим ей сразу же свойства Auto Mount и Make Permanent. Нажимаем ОК, ОК. Магия. У нас появилась эта папка. Давайте попробуем еще какую-нибудь папку добавить. Также Shared Folders. Добавляем плюсиком ее. Ну, например, какую-нибудь другую папку. Пусть это будет папка 3D-объекты. Вот такая вот папка. Все то же самое. Make Permanent. Окей. Окей. Вот у нас появилась папка, соответственно, 3D-объекты. Таким образом, вы можете добавлять себе онлайн огромное количество папок, столько папок, сколько вам нужно. Однако, все же я не рекомендую держать их перманентно у вас все время на вашей виртуальной машине. Поэтому, если вы закончили работу с папкой, не поленитесь, зайдите опять же в меню Shared Folders и эту папку выбрали вот здесь и нажали на нее крестиком. И на вторую тоже нажали. Как мы видим, папки полностью испарились. Но, раз уж мы с вами обсудили гостевые дополнения, обсудили уже разрешение экрана, общий буфер обмена, drag and drop, общую папку, видите, все работает исключительно. Тех проблем, которые были раньше, уже полностью удалось избежать. Собственно говоря, зачем мы установили гостевые дополнения, если мы с вами работали относительно DNS? А я хочу вам показать, в папке Tools есть такая утилита, называется DNS-валидатор. Вот мы сейчас ее установим. Данная утилита написана не мной, и плюс это демо-версия. Но я покажу вам принцип, который вам позволит сэкономить большое количество времени при работе с DNS. Ожидаем установки. Нам также необходимо еще скачать WinPickup. И запускаем данную утилиту. Она сейчас нам скажет, что нам нужно, что это демо-версия и так далее. Нас демо-версия в принципе полностью устраивает. Поэтому нажимаем StartNet Scan Tools Pro Demo. Итак, вот такая вот у нас имеется утилита. В этой утилите мы слева внизу переходим на вкладку DNS Tools. На вкладке DNS Tools мы с вами видим несколько различных пунктов, да, то есть несколько различных вариантов, с помощью которых мы можем проверить наши DNS-сервера. Да? Вот у нас последний наш пункт называется Batch Queries. Здесь нам необходимо внести
IP-адреса всех DNS, которые мы хотим проверить. Как нам это сделать? Переходим опять на сайт Detect Expert. И вот здесь есть такая кнопочка у нас. Копировать IP-адреса в буфер обмена. Нажимаем «Копировать». Они уже у нас в буфере обмена. Теперь, соответственно, мы сюда выбираем, например, импортировать лист. Давайте создадим сейчас лист такой. Ну вот пусть это будет файл host3. Вот наши DNS-ники, да, которые мы скопировали с хостовой машины. Соответственно, сохраняем их. Далее переходим в NetScan Tools. Выбираем Import List, Desktop, Host3. Вот наши DNS, да. И, соответственно, теперь мы нажимаем кнопочку Validate DNS. И сейчас у нас пошла проверка. Пошла проверка наших DNS, да, кому конкретно они принадлежат, и также какие интернет-провайдеры в них используются. Те DNS, которые не являются у нас рабочими, мы можем увидеть возле них, соответственно, уведомление fail. Также я хочу обратить ваше внимание, что при текущей проверке у нас используется наша проксификация, но только через VPN. Почему? Потому что DNS работает по протоколу UDP, а утилита Proxifier, она у нас с протоколом UDP работать не умеет. Поэтому в данном случае все запросы идут через VPN. Это еще одна из причин, почему вам лучше иметь VPN США, потому что в таком случае у вас, соответственно, и проверка DNS будет происходить из непосредственно США. Данная утилита, в принципе, может работать без лицензии в клонах, да, то есть ставить ее, можно ее поставить в материнскую систему, можно поставить ее отдельно в клоны, можно использовать ее на вашем хостовом компьютере. То есть здесь каждый из вас может сделать так, как ему удобно, для того, чтобы, соответственно, работать с данной утилитой. Итак, по поводу DNS. Вопрос с вами практически закрываем, но у нас остался еще один нерассмотренный пункт здесь. И этот пункт мы с вами проверим с помощью BrowserLeaks. Да? Переходим на IP-адрес. Да, вот наши DNS. И, собственно говоря, публичный IP-адрес WebRTC. WebRTC будоражит умы, неокрепшие умы многих пользователей. И, в частности, пользователи пытаются понять, как же можно все-таки с ними работать. Для того, чтобы работать с WebRTC, мы сейчас с вами перейдем в Antidetect Editions, папка Tools, и здесь найдем утилиту AntiRTC версии 1.1.0. Устанавливаем данную утилиту, соглашаемся с лицензионным соглашением. Да. Для тех, кто не ознакомился с ним, прошу ознакомиться. Данное программное обеспечение было разработано мной, моей компанией. Принимаем, устанавливаем. Есть, финиш. Отлично. Вот на рабочем столе мы видим, соответственно, иконку приложения AntiRTC, которая также имеет подпись компании Vector T13 Technologies. Запускаем данное приложение, и у нас есть здесь несколько интересных пунктов. Пункт номер раз, давайте закроем наш браузер. Пункт номер раз называется Set Browser Settings. Нажимаем на него, и вот утилита нам пишет Browser Config OK. Что это означает? Данная утилита с помощью кнопки Set Browser Settings, она производит парочку мелких манипуляций с всеми установленными на компьютере браузерами, будь то Firefox, будь то Chrome, Edge и так далее. Да? Вот, она немного позволяет их улучшить, для того, чтобы мы подменили DNS, для того, чтобы мы подменили WebRTC правильно. Однако, я хотел бы сразу обратить ваше внимание на то, что браузеры тоже не стоят на месте, и они постоянно меняются. Поэтому в некоторых случаях вам, если вдруг у вас возникли проблемы с отображением WebRTC, я рекомендую вам посмотреть следующий пункт. Мы перейдем сейчас в глубинные настройки браузера Edge. Соответственно, пишем Edge, двоеточие, 2 слэша, Flex. В данном случае мы с вами
видим, что у нас по умолчанию выставлен какой-то пункт здесь уже, да? Anonymize local IPs exposed by WebRTC. Что это означает? Этот пункт был выставлен, собственно говоря, утилитой anti-RTC. Для чего? Дело в том, что в качестве подмены WebRTC мы используем очень простую технологию, в которой мы подменяем наш локальный IP-адрес внутри виртуальной машины на любой публичный, который мы захотим. Да, соответственно, мы помним, какой у нас IP-адрес. Помним или не помним, не знаю. Закроем пока наш браузер. И давайте вспомним, где наш IP-шник. Вот он, 96, 200, по-моему, это он. Итак, соответственно, после того, как мы нажали кнопку Set Browser Settings, мы можем выставить наш IP-адрес. 96, 250, 169, 47. Далее, пункт DNS. Мы можем выставить кастомный DNS, который хотим сюда. Да? А если мы не выставим его, то по умолчанию будет применен DNS Google. В данном случае 4 восьмерки. Давайте проверим, как это работает. Нажимаем кнопку Apply. Следим за статусом программы. Программа сообщила, что IP-адрес был успешно изменен. Давайте проверим. Переходим в Edge. Опять переходим на сайт BrowserLeaks. IP-адрес. Да, вот сейчас мы к этому вернемся, но пока все же проверим. Пока все же проверим наш WebRTC. Итак, как вы видите, WebRTC был успешно изменен на тот, который мы захотели. Вот он полностью совпадает с нашим внешним IP-адресом. Итак, по поводу вот этой вот таблички. Что это означает? Proxifyer в некоторых случаях ложно определяет так называемые бесконечные запросы. Поэтому, если вы вдруг поймали вот такую табличку, просто ставим ей Disable Infinite Connection Loop Detection. Окей? И все, больше вы эту табличку никогда не увидите. А теперь возвращаемся к WebRTC. Когда мы с вами выставили, соответственно, IP-адрес в утилите anti-RTC, он у нас начал отображаться здесь. Все классно, все супер. Давайте попробуем произвести такую же манипуляцию с каким-нибудь другим IP-адресом. Например, IP-адресом 4 семерки. Нажимаем Apply. IP-адрес изменился. Проверяем. Ну, да, все окей. Все работает. IP-адрес в данном случае у нас изменен на тот, который мы хотим. Но во всех браузерах это будет работать или нет? Давайте проверим. У нас есть браузер Chrome, с которым у некоторых пользователей возникают проблемы. Собственно, сейчас мы его установим и посмотрим, будет ли в нем проблема с WebRTC или этой проблемы не будет. Сейчас начнется его загрузка. Должна начаться. Ну, или начнем ее вручную. Итак, есть, загрузка пошла. Устанавливаем браузер Chrome, закрываем наш Edge. Поскольку браузера Chrome на момент, когда мы применяли настройки в anti-RTC, не было установлено на нашем компьютере, то, соответственно, и конфигурацию этого браузера мы не подменили. Поэтому сейчас нам нужно будет сделать все то же самое, что мы делали, только еще один раз. И проверим результат. Ожидаем установки. Итак, есть. Браузер Chrome у нас установлен. Кстати, прошу обратить внимание на отображение визуальных элементов в Chrome. В прошлых версиях антидетекта пользователи жаловались на отображение, на грамотное отображение визуальных элементов. В данном случае вы можете видеть, что никаких артефактов нет, все работает идеально. Итак, мы с вами перейдем сейчас опять на сайт BrowserLeaks. Раз уж на нем проверяем, и на нем мы продолжим.
Вот, собственно говоря, наш браузер Leaks показывает, что мы используем IP-адрес нашего VPN. Давайте закроем Chrome. Нажмем Set Browser Settings. Он нам написал браузер Config OK. Проверим, не соврал ли он нам. Переходим на браузер Leaks. WebRTC. Публичного IP-адреса нет. Здесь нормально. Все, то есть IP-адрес нашего VPN уже не виден. Но, к сожалению, есть проблема, то что у нас никакой IP-адрес не отображается. Почему так происходит? Дело в том, что Chrome, опять заходим в его глубинные настройки, Chrome очень любит играться со своими возможностями, да? И поэтому та вкладка, которая у нас была доступна в Edge, давайте сейчас мы ее наглядно продемонстрируем. Вот эта вкладка Anonymize Local IPs Exposed by WebRTC. Ее просто-напросто в Chrome в новом нету. Видите? Но есть возможность ее включить. Включить ее довольно просто. Находим вот такую вот вкладку. Временно разрешить использование флагов M89. В данном случае M89 это версия Chrome, да? То есть 89-я версия Chrome. А мы сейчас с вами находимся на 91-й, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Да, 91-я. Итак, включаем данный пункт. Перезапускаемся. И ищем. Нет, Anonymize у нас не появился. Давайте включим пункт 90. Вот, после включения функционала 90 версии у нас появилась возможность выставить локальный IP-адрес. Соответственно, находим данный пункт и присваиваем ему значение disabled, точно так же, как оно было присвоено в браузере Edge. Перезапускаем наш браузер. И видим IP-адрес тот, который мы выставляли с вами в утилите anti-RTC. Напоминаю, что это Chrome, это не Edge. Да? Таким образом, благодаря такой простой манипуляции, мы с вами получили возможность устанавливать любой WebRTC IP-адрес, который мы захотим.